Привет, это твой Таро-прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать на мой канал. Не забывай подписаться и ставить лайк этому видео, для того, чтобы еще больше людей увидели свой важный прогноз и послание от высших сил. Давай посмотрим, что же тебя ждет в начале лета. Июнь месяц обещает очень много позитивных новых событий. Давай же скорее смотреть. И в конце видео, как всегда, я посмотрю для тебя подсказку от Вселенной, от высших сил, куда тебе двигаться, какие, может быть, для тебя новые перспективы, возможности открываются. В видео, как всегда, есть тайм-коды. В описании к этому видео есть также тайм-коды. Ты можешь с легкостью найти свой знак зодиака. Приятного просмотра! Овны, дорогие мои, привет! Это ваш Таро-прогноз на июнь месяц. Я очень сильно по вам соскучилась. Мы давно с вами не виделись, целый месяц. Те, кто не смотрит мои шорты, конечно же, видятся со мной гораздо реже, поэтому я вам предлагаю посмотреть также шорты, то есть короткие видео, и, возможно, вы найдете для себя очень много интересного и нового, как подсказочку. Я прошу прощения за мой голос, потому что я немного болею все еще, но тем не менее я с огромной любовью запишу для вас этот расклад. Я надеюсь, что мой голос это не помеха, а вы заберете из него все самое-самое лучшее, и этот расклад будет для вас знаменательным. Итак, у нас сегодня будет 3 колоды, и, как всегда, в конце я посмотрю для вас подсказочку от высших сил. Давайте начнем. Что же будет ждать вас, дорогие овны, в июне месяце? Ого, 4 кубков, вы посмотрите. Ну, это своего рода зона комфорта, может быть, из которой вы не хотите выходить. У вас, в принципе, все хорошо. Вот какое-то предложение может к вам поступить, и вы скажете: так, у меня вот, пожалуйста, 3 кубка, зачем мне еще один, что мне с ним делать? Я вот с этими 3 не знаю, что делать, да, а тут вот получается и еще надо заботиться о чем-то или о ком-то, может быть. А кубки это все-таки про эмоции какие-то, да, про чувства. То есть здесь может быть затронута именно эмоциональная ваша сторона жизни. И, может быть, человек какой-то вам будет предлагать, например, встречу какую-то и так далее. Может быть, друзья, даже веселое времяпровождение, скажем так, да, а вы не захотите. Все-таки помним, да, что вот перед 4 кубков у нас идет 3 кубков, где они веселятся втроем, да, все классно, позитивно. А может быть, какой-то негативный опыт у вас был, и вы уже понимаете, что вот в эту компанию вы не вхожи, вы не хотите в принципе туда, да, и вас вот будут опять тянуть на какие-то приключения. Ну вот вам как будто бы не совсем захочется. Может быть и грусть, и печалька, да, что вот как-то вам будет казаться, что веселое времяпровождение прошло, и вот какая-то скука наступает, да, вот что-то как-то не так, как вы хотите, или же вы будете думать, выбирать что-то, да, и вот из каких-то вариантов из этих кубков будет что-то для вас, да. Давайте посмотрим. Ну вот что самое интересное, вот этот вот 4 кубок, да, с него прям льется, смотрите, вода, ну то есть эмоции какие-то. Может быть, кто-то будет раскачивать вас на эмоции, пытаться, по крайней мере, да, или кто-то будет вот к вам настолько кипеть страстью, эмоциями какими-то, а вам будет как будто бы все фиолетово, если честно, в этот период. Давайте посмотрим, что же еще вас интересного ждет. Король мечей. Может быть, вы будете вот как раз-таки, да, вы не хотите никаких эмоций, никаких встрясок, вам вообще ничего не надо, вы сосредоточены там на своих мыслях, на своих каких-то делах, да, на какой-то информации, может быть, взаимодействие. Но я думаю, что, скорее всего, вы будете тем самым королем мечей, потому что вам будет не до веселья, не до эмоций, не до каких-то разбирательств лишних, да, то есть вам предлагают что-то, а вы как бы вообще в отказную. Так, давайте еще карту достанем. Ну, вот 9 жезлов, понимаете, да, вы охраняете свою зону комфорта, не хотите в нее никого впускать, может быть, у вас май месяц, да, судя по трактовке, был такой достаточно веселый, насыщенный, и сейчас у вас пришло время отдохнуть, да, спрятаться в свой домик, в свою зону комфорта, и как бы особо в нее никого не пускать. Может быть, обожглись, да, вот с каким-то человеком или какие-то эмоции излишне проявили, а сейчас вам нужно перезарядиться, да, или вы просто больше не хотите находиться вот в этом кругу, где вы сейчас находитесь. Давайте посмотрим на колоде 78 дверей для вас. Также, что вас будет ждать в июне месяце.
Мне так хочется вам быстро все это рассказать, что вот я просто взахлеб, это можно сказать, я еле дышу, но у меня вот такой прям проснулся поток, чему я очень рада, потому что я, конечно, себя чувствовала просто вот вообще, меня скосило, если честно. Итак, ой, королева пентаклей, ну вот это мне нравится. Что бы там ни было, какая бы грустинка на вас не напала, дорогие овны, деньги будут. То есть здесь стабильность, изобилие даже, посмотрите. Да? Или может быть, что вот также королева пентаклей вот в этой колоде, она может такая быть капризная, какая-то требовательная, да, местами вот где-то похоже, да, на четверочку кубков. В принципе, пазл сходится для меня, потому что вы вот что-то не хотите, мне это не надо, я ничего не хочу. Вот, может быть, легкий такой психоз, знаете, по королю мечей также это может быть такая некая раздражительность немного, злость какая-то даже, да, или вот сказал, как отрезал, у вас вот может быть такой настрой в этот период. Давайте посмотрим, какие двери для вас еще откроются. Ого, карта силы, старший аркан, да посмотрите просто. Ну, вы при своей силе, да, это точно. То есть здесь достаточно хороший месяц, июнь. Несмотря на то, что вот у вас такое сомнительное настроение, что вы не хотите особо как-то, не то чтобы контактировать, да, а подпускать кого-то в свою зону комфорта. Потому что вы будете сосредоточены на своей зоне комфорта, внутри себя, да, то есть вы цветете и пахнете, и все у вас классно, и вам никто не нужен, в принципе, да, то есть такой вот у вас будет настрой. Угу. Ну, смотрите, рыцарь жезлов. Смотрите, дверь открыта, но он почему-то в нее не входит. А почему он в нее не входит? Давайте еще одну карту достанем. Ой, опять же, король пентаклей. Ну, может быть, будете думать о чем-то, тратиться на что-то или не тратиться, может быть, поехать куда-то или не поехать. Все-таки лето начинается, отпуска, да, а вы, может быть, вот вам будут предложения какие-то сыпаться, вы скажете, да, ну, зачем мне это, я вам лучше останусь со своими монетками, да, как Скрудж Макдак. Ну, это я, конечно, шучу. Но, тем не менее, да, в плане финансов июнь месяц многообещающий. Вот в плане веселья других людей, да, каких-то эмоций, времяпровождения вы будете немножко отгораживаться, скажем так. Давайте посмотрим, что у вас в любовной части вообще вас ждет. Потому что ни одной карты, в принципе, не выпало. Да? Ого, карта Иерофанта. Какое-то очищение у вас. Она прям вот выпала сама, я не успела даже достать колоду. Очищение, помощь от высших сил может быть также помолвка у кого-то, да, без какой-то религиозное, да, заключение брака или союза. Король кубков. Вот у вас на пороге может появиться какой-то король кубков. Это может быть, да, мужчина, достаточно эмоциональный какой-то, вот как раз-таки, может быть, кто вам будет предлагать гулять, тусоваться и так далее, вы не особо-то и захотите куда-то действовать. Ну, то есть здесь может быть так, что для мужчин это может быть друг, да, который будет вас куда-то тащить за собой, звать, уговаривать, и вы как бы не особо-то и захотите. Для женщин это может быть встреча с королем кубков, да, то есть вот что-то новое, мы уже спросили все-таки про любовь, ну, или же для мужчин это может быть, да, женщина, но вот в энергиях таких достаточно мужских, да, все-таки король кубков. То есть умеет хорошо говорить, да, сладко говорить, и для женщин точно так же, да, то есть король кубков, он красиво заливает, поэтому, может быть, вы и поймете, что этот человек, да не стоит ему как-то пока доверять, да и тут вот по картам точно не надо особо, как говорится, развешивать уши, да, все-таки король кубков, они любят поговорить, поэтому не факт, что так и есть. Вот, поэтому если вы выберете такую позицию, она вполне для вас правильная. Давайте посмотрим для вас совет, подсказочку от высших сил. Ого, десяточка пентаклей. Ну, посмотрите, финансово здесь просто все прекрасно. Может быть, даже объединение со своей семьей, может быть, построение семьи, да, но все-таки это денежная, материальная карта. Также карта рода, между прочим, что говорит о том, что все прекрасно, все классно, род цветет и пахнет, да, процветает, финансово, да, здесь успех. То есть, может быть, вспоминаем, да, девятка пентаклей, вы что-то делали, в какой-то проект вкладывались, и сейчас у вас вот десятка пентаклей. То есть получение чего-либо заслуженно при том. Давайте еще совет от высших сил какой-то для вас.
Десяточка жезлов. Но у вас завершается какой-то тяжелый период. Вот это вот ноша. Судя по всему, да, вот с десяткой пентаклей у вас сбор урожая. Вот поэтому-то вы не захотите особо гулять, потому что у вас будет концентрация на чем-то своем. Вот занимаетесь своими делами, и вы понимаете, что вот вам нужно дойти вот до этого результата, да, потому что здесь вот королева пентаклей у нас и король пентаклей вышел, да. Может быть, для кого-то это будет встреча вот, с человеком, похожим по энергиям все-таки, да, и вы образуете вот такой вот союз, прекрасную десяточку пентаклей, да, здесь вот детишки, семья, что очень-очень даже радует. Совет от высших сил, да, то есть все, что вы заработали, заслужили, все это будет. Сейчас может быть тяжело, не просто тащить эту ношу, но вы прекрасно сами понимаете, что это все не зря. Все всегда вознаграждается. Дорогие овны, это был ваш второй прогноз на июнь месяц. Не забывайте поставить лайк и подписаться, мне будет очень приятно. И, конечно же, это поможет каналу продвинуться. Я желаю вам прекрасного июня месяца, прекрасного лета, чудесного настроения и прекрасных позитивных событий. Забирайте из этого расклада все самое-самое лучшее для себя. Я вас обожаю. Пока-пока. Тельцы, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать! Не забывайте ставить лайки, подписываться. Также пишите ваши комментарии. Я буду рада вам ответить, прочитать, пообщаться с вами. Давайте скорее посмотрим, что же вас ждет в июне месяце. И в конце для вас обязательно посмотрю подсказочку от Вселенной, от высших сил. Давайте приступим. Я за вами очень-очень сильно скучала, вот что я хотела сказать. Так, карта Луны, старший аркан, посмотрите. В первую очередь хочу сказать, да, все-таки это подсознание, это вот наша какая-то такая тонкая энергия, энергия мамы, энергия чувственная, чего-то таинственного, да, загадочного, магического в том числе. То есть здесь может проиграться так, что вы будете больше обращать внимание на чувственный аспект, то есть больше будете прислушиваться к своей интуиции, да, то есть вот особенно как-то будете доверять, может быть, да, своей вот лунной энергии. Она у нас в каждом есть, как в мужчине, так и в женщине, да, конечно же. Так, может быть, откроется для вас какая-то тайна в этот период. Может быть, вы будете делать какие-то практики, связанные, да, с эзотерикой, магические какие-то. Может быть, будете обращаться к человеку, да, который будет как-то вас проводить, какие-то для вас ритуалы, может быть, обряды, связанные вот с лунной именно магией такой, да. Также, давайте еще достанем одну карту. Ого, карта звезды. Я аккуратненько прикрою, потому что она немножко вот голенькая, да, чтобы нас за это не забанили. Посмотрите, два старших аркана. Карта Луны и карта звезды. Ничего себе. Это какое-то очищение у вас. Может быть, принятие чего-то нового в вашей жизни, какая-то новая энергетика, очищенная энергетика. Также карта звезды, это может говорить про какое-то исполнение желания, да, может быть, вы давно чего-то хотели, мечтали, загадывали, может быть, уже даже и не надеялись, но вот, пожалуйста, карта звезды говорит о том, что сбудется, и вот оно все-таки будет, да. Может быть, вы здесь пойдете к астрологу, например, да, потому что карта звезды, карта Луны, может быть, вы сейчас смотрите как раз-таки мой прогноз, да, я советую вам, конечно же, смотреть по своему асценденту, либо же по лунному знаку, да, то есть по знаку Луны. Как рассчитать свой асцендент или знак Луны, у меня есть также под видео в описании, есть ссылочка, да, это ведическая астрология, то есть лунная астрология как раз-таки, вот, может быть, вы сейчас об этом узнаете, для вас очень много звезды расскажут и откроют. Да? Пишите в комментариях, если вы не можете это сделать самостоятельно, я вам обязательно помогу. Я буду рада. Итак, давайте посмотрим еще, какое событие для вас откроет июнь месяц. Ого, карта дурака. Да вы просто посмотрите, дорогие тельцы. 3 старших аркана сразу. Когда такое было? Что-то новое, начало нового пути. Может быть, вы даже не знаете, как оно вообще, что будет, да, потому что дурак, он практически вступает в пропасть налегке, с таким настроем, ничего особо с собой не взяв, да, налегке,
таким приподнятым, легким, веселым настроением. Вот, может быть, вам совет, да, если вам предлагают что-то новое, то вам нужно с легкостью в это вступать, не нагружать себя, да, вот как десятка жезлов, где человек тащит вот эти палки на себе какие-то, да, там. То есть здесь очень легко, светлая энергия, обновление цикла у вас может произойти, вот может быть сбудется ваша мечта, и у вас все завернется, вот как-то развернется по-новому в июне месяце. Прекрасное начало лета, я считаю, дорогие тельцы. Да, потому что все-таки карта шута. И шут может стать кем угодно. Это очень-очень сильная карта во всей колоде. На самом-то деле. Давайте посмотрим на следующей колоде, какие двери для вас открываются в июне месяце. Я заранее прошу прощения за мой голос, потому что у меня были проблемки со здоровьем, и вот до сих пор я не совсем пришла, конечно, в себя, но я очень тороплюсь, и очень хотелось мне для вас все-таки записать подсказочки, ваш второй прогноз. Я не могу вас оставить, и поэтому я решила, что все-таки я буду записывать, несмотря на мой голос. Я надеюсь, что это вас не особо тревожит. Все-таки вы хотите услышать что-то новое, да, и подсказочку. Так, ну смотрите, карта суд и карта пятерка кубков. Интересно, давайте подробнее про одну и вторую карту. Вот карта пятерка кубков, как будто бы не видно было выхода, да, в какой-то ситуации. Может быть, вы не видите почему-то, вот, как бы только часть дома здесь показана, да, и как бы... То есть девушка, она вот смотрит именно в это окно, да, то есть вот это именно дверь горит. То есть никакую другую дверь она не рассматривает, да, то есть как-то можно выйти с другой стороны, но почему-то именно эта дверь. Это может говорить о том, что вы под каким-то одним углом смотрите на ситуацию. Все-таки рассмотрите какие-то другие варианты. И карта, конечно же, суда, она говорит о том, что время перемен пришло. Сейчас и по карте шута мы как раз-таки это тоже видим, что исполнение какого-то желания, да, обнуление цикла, то есть все, что вы заслужили в этот период, да, все-таки карта суда, будет все справедливо. То есть если у вас череда классных событий, а пока мы так и видим, да, что череда каких-то классных событий у вас происходит, карта Луна, звезда, шут, и здесь так и будет. Но если вы где-то вдруг прокосячили, да, где-то кого-то, может быть, обидели, да, то есть где-то вот нарушили вот этот вот закон Вселенной, закон баланса, закон брать-давать, то, конечно, за это вы тоже ответите. Как бы это ни звучало. Но вот по поводу этой ситуации сейчас я достану еще одну карту, чтобы было немножко понятно. Ну, смотрите, карта Луны опять. Очень интересно. На двух колодах карта Луны. Может быть, вы станете мамой, может быть, это про беременность у вас, может быть, про какие-то тайные знания действительно, может быть, какая-то тайна, в принципе, для вас откроется. Очень интересно, конечно. Так, давайте еще одну карту достанем. Десятка кубков. Опять же, да, десятка кубков. Это про насыщение чем-то. Может быть, действительно, вот как здесь на картинке, это может быть свадьба. Может быть, вы будете в главной роли, да, то есть жених или невеста, или же вас пригласят на такое торжество. Если, да, мы задали вопрос, пояснение вот по пятерке кубков. Здесь либо у вас могло быть какое-то расставание, да, с вашим партнером, либо же, да, то есть какая-то ситуация, из которой вы не видите выхода. Может быть, у вас есть, например, партнер, ну вот не особо-то он вам и нравится, но вы как бы хотите как будто бы замуж, например, да, или жениться. И вот не видите абсолютно другого варианта, и вот хотите туда, да, но здесь вот по десятке кубков это всегда может говорить про насыщение. Это может говорить как и чаши полные, да, но, как мы знаем, все когда-то приходит к логическому завершению, да, и вот такое может быть, что до тошнотиков как будто бы. Или, может быть, вы согласовали уже со своим партнером, да, вот что будет именно вот так, а сейчас вы передумали. Ну, кто знает, у вас вот по карте шута
Может быть, вы реально просто передумали, вам не хочется уже больше. То есть вы смотрите уже на эту ситуацию совершенно по-другому. Потому что у вас тут карта суда, да, какие-то перемены, может быть, вам ваша интуиция в том числе будет говорить, что не надо, нам нужно от всяких договоренностей избавляться. Ну, такое тоже может быть. Хотели пожениться, но вот передумали, да, каждый идет своей дорогой. Поэтому такой вот вариант тоже может быть у вас. Давайте посмотрим в плане финансов, потому что здесь вот все про чувства, про отношения, да, но ни слова про финансы. Так, колесо фортуны. У вас смена цикла, да, то есть меняется что-то. То есть если была череда каких-то не совсем удачных событий, то сейчас как раз-таки будет все по судьбе. И плюс вспоминаем, да, вот карта суда. То есть то, что было заслужено, оно к вам обязательно придет по судьбе. Может быть, какие-то кармические отношения, например, вы завершили, да, вот также по этим картам, по пятерке кубков, да, по десятке кубков, сейчас меняется все это. То есть вы выходите с этих отношений, потому что они были кармические, то есть эта карта также может говорить, что карма отработана по карте звезды, да, по карте шута, что все, цикл завершился, очищаетесь. Вот, поэтому если у вас резко как-то меняется, да, в отношениях что-то, то вы должны понимать, что карма отработана. Возможно, ваш партнер был кармический. А для кого-то это просто, может быть, вступление, да, действительно в брачный союз, который по судьбе. Тут уже у каждого, конечно же, свое. Ну, карта силы, старший аркан, мне очень нравится, конечно. То есть вы прям все практически, да, ну не все, конечно, но большинство старших арканов собрали, дорогие тельцы. Очень интересный информативный расклад, на самом деле, да, по старшим арканам тем более. То есть месяц будет достаточно прям мощно. Еще по карте сила, да, говорит о том, что силы на все у вас точно будут. И сила ваша должна быть такая достаточно мягкая. То есть если вы хотите что-то решить, то вы должны, как эта девушка, да, вот путем какой-то ласки, может быть, не агрессивно, да, не ругаться, не давить, а просто найти подход можно вот даже ко льву. Это вот такая вот вам подсказочка. Давайте посмотрим совет от высших сил для вас на июнь месяц, дорогие тельцы. Что они хотят вам сказать? Так. Паш кубков. Достаточно романтический настрой у вас будет, да? Угу. Ну, смотрите, ничего себе. Я достала 3 карты, чтобы посмотреть. И тут у нас паш кубков, двойка пентаклей и опять же карта силы. Просто это какой-то бинго. У вас карта луны на обоих колодах, да, и карта силы на обоих колодах. То есть, может быть, для вас это будет прям как знаменательно вам поставить на фон телефона, да, на весь месяц вот карту силы. Это очень мощная карта, потому что она у вас вот тут вот выпала дважды, посмотрите. Сейчас будем объяснять, да, что это значит. Двойка пентаклей, это, то есть, может быть, у вас меняется действительно какая-то энергия, да, вот судя по карте звезды, какое-то ощущение, и после карты дурака. То есть начало чего-то нового, новый путь открывается, да, новая энергия, то есть вступаете в свои, как говорится, да, законные полномочия, скажем так. И карта силы здесь, да, то есть вот вы как будто бы статусом вырастаете, может быть, потому что вы женитесь, например, выходите замуж, как вариант, а может быть и в принципе вы резко повзрослеете в июне месяце. Вот какая-то ситуация такая произойдет у вас, да, все-таки к вам приходит высший суд, скажем так, и вот заставит вас что-то осознать. Тем более у нас 2 карты Луны, да, на разных колодах, то есть все-таки подсознание. Что-то, может быть, вы для себя в себе же откроете новенькое, интересное. И вот будете держать весь июнь месяц вот эти вот 2 пентакля в том плане, что нужно держать баланс, да? Не перегибать даже, потому что у вас сил будет здесь достаточно много, и не перегибать с каким-то давлением, может быть, с влиянием на других людей. Дорогие тельцы, прогноз получился достаточно классный.
Мне очень понравилось, очень много старших арканов, у вас прям грядет какая-то череда событий, да, исполнение желаний, что самое главное. Пишите в комментариях «принимаю», пусть все ваши желания заветные всегда сбываются. Я вам желаю прекрасного месяца, классных событий, забирайте с этого расклада все самое-самое лучшее для себя. Дорогие тельцы, пока-пока. Близнецы, дорогие мои, привет, это ваш таро-прогноз на июнь месяц. Я по вам очень соскучилась. Давайте скорее смотреть, какая энергия у вас будет в июне месяце. И в конце мы обязательно посмотрим подсказочку для вас от высших сил. Итак, я заранее прошу прощения за мой голос, да, потому что я немножко болела, и все еще есть этот вот остаток, и влияет на голос. Конечно, я надеюсь, что это для вас будет не помехой. Итак, давайте, у нас сегодня 3 колоды. Посмотрим на первый. Ого, 5 кубков, дорогие близнецы. Ну что же вы расстраиваетесь, да? Вот у вас, как и в прошлом месяце, что-то вы горюете. Ну, не замечаете перед собой каких-то, да, 2 кубочков вот этих вот. Горюете над, так сказать, над вот этими 3, с которыми уже, в принципе, да, вот какой-то, может быть, над отношениями прошлыми. То есть все закончилось, а вы вот все еще почему-то там в этой ситуации остались, варитесь в ней, думаете о ней. Может быть, с каким-то человеком, просто не обязательно, да, это были отношения. Может быть, на дружеской ноте вы там не совсем сошлись во мнениях, да, вы все равно в этой ситуации зависаете, так или иначе вы пытаетесь что-то там уже найти, раскопать, да, вытащить что-то из этого, но не замечая, что вот у вас позади есть абсолютно прекрасных 2 новых кубка, то есть какие-то шансы, возможности, может быть, в принципе, вы упустили в чем-то, например, возможность, или у вас какое-то дело не получилось, и вы горюете, расстраиваетесь, совершенно не замечая, вот что сам кубок, вы посмотрите, да, вот этот вот 4-й кубок, он вот совсем-совсем рядышком с вами. Не забываем, да, что перед 5 кубков у нас идет 4 кубков. То есть, может быть, вам кто-то предлагал шанс какой-то, вы отказались, и сейчас вы понимаете, что, блин, надо было, вот надо было. Но я вам хочу сказать, что не все потеряно. Опять же, смотрим на вот эти прекрасные кубки и видим, что все еще у вас есть 2 целых варианта, то есть 2 целых шанса, чтобы что-то исправить. Или, может быть, на отношения новые и так далее. Вот то, что не получилось, не получилось. Да? Поэтому не заостряем свое внимание на этом и двигаемся дальше. Давайте еще достанем 1 карту с этой колоды. Паж жезлов. Вот, пожалуйста, вам нужно начать что-то сначала. Это такая энергия, да, достаточно задиристая, детская, может быть, что-то новое. То есть независимо от чего-то, я думаю, что все-таки будете выходить из этой энергии, да, и будете с легкостью идти к новым берегам. Вот у вас тут дорога открыта к чему-то новому, и вот этот вот паж, он активно со своим жезлом, такой с горящей энергией, с темпераментом, просто рвется в бой к новым приключениям. Так, давайте на следующей колоде посмотрим, какие события будут у вас, да, какие двери для вас будут открываться, дорогие близнецы. Ого, как интересно, карта дьявола, да, посмотрите. Зависимости какие-то, зависимости от обстоятельств, от человека. Это также про хорошие деньги. Может быть, у вас прибыль, это про популярность, про то, что вас будут хотеть, да, хотеть вас видеть. В принципе, может быть, противоположный пол, вы будете таким змеем-искусителем, скажем так, да, для другого человека или же людей. Также карта дьявола, да, то есть не поддавайтесь. Когда мы видим этот аркан, то есть он говорит: не ведись на искушение, не потакай своим слабостям. Может быть, у вас есть какая-то привязанность с человеком, да, которая вас по факту давно уже разрушает. То есть это связь разрушительная чаще всего. И когда в раскладе, например, на отношения выпадает эта карта, то есть это, конечно, и страсть, и влечение, да, и вы друг без друга не можете, но и в тот же момент вы понимаете, что вы просто друг друга разрушаете.
потому что в минусе такой энергии, да, карта дьявола, это ревность, это недоверие, это вранье, это лицемерие, да, это обман постоянный какой-то, может быть, слежки, излишняя агрессивность, злость какая-то, да, вот все такие вот чувства, все самое негативное вот спрятано вот в этой вот карте. И, может быть, вы поэтому-то и расстраиваетесь, да, что по вот этим отношениям, что вроде как бы могло бы быть, но вот по карте дьявола, да, которая говорит, что, ну вот, не подходим мы друг другу, да, разрушаем мы друг друга, но такое может тоже быть. Но, как я вам уже сказала, да, если это касается отношений, например, то оглянитесь вокруг, потому что вот как минимум два человечка у вас вот тут вот на горизонте мелькают, вам нужно просто, да, сменить фокус, вот и все. И также это про какое-то дело, например, может быть, про какие-то ваши привычки, то, что давным-давно пора уже обратить на это внимание. Здесь прям совет обратить на это внимание, да, то есть карта дьявола, она просто так у нас не попадается в раскладах. Давайте достанем еще для вас одну карту с этой колоды. Десяточка жезлов. Завершение какого-то процесса, да, какой-то ноша. Что-то вы на себе тащите, дорогие близнецы. Давайте еще одну дополнительно, чтобы было немножко яснее. Ну вот у вас прорыв, да. Рыцарь кубков у нас прорывается сквозь водопад, несмотря ни на что, да, после тяжелого периода, после тяжелой ситуации, ноши какой-то. Опять же, да, вот эта пятерка кубков, которая вышла самая первая, что вы в расстроенных чувствах, в таком состоянии, да, но будет прорыв. Все-таки я думаю, что вы возьмете быка за рога, дорогие близнецы, я вас верю, потому что вы особенные, вы должны быть передатчиками информации, энергии, вы шустрые, быстрые, активные, поэтому кто, как не вы, будет спасать эту планету. Поэтому завязывайте вот с такими вот грустными энергиями, это вообще не ваше, тем более начало лета, дорогие близнецы. Да, давайте посмотрим для вас подсказочку от Вселенной. Восьмерка пентаклей говорит: уходите в работу, работайте, творите. Да, то есть вы будете активно сейчас заниматься чем-то. Туз мечей, может быть, какие-то идеи, планы, озарения. То есть прекрасно, высшие силы вам говорят, да, все, переключайся, мы тебе дадим поток, озарение, это прекрасная карта, да, и восьмерка пентаклей, то есть вдохновение на работу. И вот тут мы видим по рыцарю, да, кубков прорыв. То есть, может быть, застойная ситуация у вас была в работе, не было каких-то продвижений, вот сейчас как раз-таки они будут. Ну, посмотрите, восьмерка жезлов еще как коронная карта такая, да. Время перемен, время движения, вы в потоке, в энергии, то есть высшие силы вас сопровождают, вам помогают, открывают для вас дороги, да, потому что они видят, как вам тяжело, грустно, печально, и решили, что все, хватит. Мы дадим энергию, мы дадим как бы, да, какое-то вдохновение, озарение, может быть, какие-то мысли у вас будут прям такие озаряющие, я бы сказала, в июне месяце. Поэтому дерзайте, дорогие близнецы, я желаю вам прекрасного месяца. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, что вы принимаете расклад на июнь месяц. Это очень важно. Сделайте закреп. Я желаю вам всего самого-самого наилучшего. Пока-пока. Раки, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать на мой канал, не забывайте проявлять активность, лайки, комментарии обязательно. Давайте скорее смотреть, что же вас ждет в июне месяце, да, какими энергиями будет наполнен этот прекрасный месяц, начало лета. Я вас поздравляю. Наконец-таки у нас сегодня будет целых 3 колоды, и в конце обязательно для вас посмотрим подсказочку от высших сил. Итак, давайте начнем. Итак, ого, карта колесницы, да вы посмотрите, дороги открываются, да, то есть может быть какая-то поездка, все-таки лето, начало отпусков, и вы куда-то помчите сразу же, да. Карта колесницы — это
седьмой, да, аркан старший, может быть, 7 числа, может быть, на 7 недель, да, вы полетите или поедете куда-то, может быть, в какое-то путешествие. Также колесница – это про завоевание новых горизонтов. Может быть, в мае месяце у вас как раз-таки откроется такая энергия завоевателя, захотите или поставите же себе новые цели, будете к ним активно идти. И это очень-очень классно, да. Также это про баланс, баланс между хорошо и плохо, да, то есть не заваливаться в какие-то, может быть, энергии негатива или же суперпозитива тоже, то есть здраво оценивать ситуацию, да, то есть вы должны понимать, что и такая сторона, обе стороны, они хороши, они друг без друга, как вот эти два сфинкса у нас, не могут существовать, то есть не было бы так плохо, как говорится, да, если было бы так хорошо или что-то наподобие такого. Ну, в общем, не важно, да, то есть если бы не было плохо, мы бы не познали, что такое хорошо и так далее. То есть примерно вот такой вот у вас может быть момент в июне месяце. Обязательно держите баланс, да, не заваливайтесь опять же и сможете продвинуться дальше. Это вот такая вот очень главная, очень мощная энергия воина-победителя. Ну, посмотрите, умеренность, да, то есть все-таки не зря я зацепилась за вот этот вот баланс между чем-то и чем-то. То есть все-таки соблюдайте вот эту вот умеренность. Вторая карта вам об этом говорит. Да, то есть вы должны находить какой-то компромисс, может быть, баланс, оставаться вот в своей этой энергии, в своей гармонии. Обратите внимание на это, чтобы вас ничего не выводило из себя, да, чтобы все было достаточно гармонично, в первую очередь для вас. Давайте на второй колоде посмотрим для вас подсказочку. Также на июнь месяц. Угу. Карта... Смотрите, королева кубков может быть обратиться к своему высшему я. Может быть, в этот период вы посмотрите, например, свои старые фотографии или что-то такое и поймете, что вот, ну, как так вообще, да? Вот моя жизнь как-то вот из этого превратилась в это. Нужно что-то менять. Это вот про какое-то обновление, про чувственный аспект. Может быть, что-то или кто-то вас вызовет эмоцию. Может быть, кто-то для вас будет примером хорошим в июне месяце, и благодаря этому у вас появится какая-то мотивация на что-то менять, менять в себе, конечно, в первую очередь, да. Вообще достаточно такой романтический, чувственный настрой. Так, у нас следующая карта, пятерка жезлов. Тут вот проломить какую-то закрытую дверь. Карта колесницы тоже об этом говорит, что, может быть, вы захотите, поставите себе вот какие-то рамки, условия и будете все-таки вот стараться вот эту самую дверь сломать перед собой, да, то есть, может быть, какие-то преграды будете преодолевать в этот период, но у вас все получится, потому что карта колесницы, это, да, все-таки воин в доспехах, у него уже есть опыт, он уже награжден, да, вот у него вот эти два сфинкса, которые ему помогают держать этот самый баланс, колесница двигается, все-таки этот человек это победитель, это мощная энергия, то есть высшие силы вам и говорят, да, об этом. Самое главное, просто держи баланс, да, и все будет хорошо, и твоя колесница будет обязательно продвигаться весь июнь месяц. Так, давайте еще одну карту для вас вытащу. Ого, карта звезды. Ну, посмотрите, может быть, исполнение какого-то желания для вас откроется. Вот это как раз-таки дверь. Может быть, долгое время у вас что-то не получалось, например, да. И вот сейчас высшие силы говорят вам, что да, все получится. Наконец-таки ты доборолся. Может быть, вы как раз-таки в какой-то ситуации, да, тупиковой найдете выход, решение, и для вас откроется очень-очень много плюшек интересных, да, то есть так или иначе исполнение загаданного желания, оно может проиграться у вас в этом месяце, я вас поздравляю. Давайте посмотрим для вас подсказочку от высших сил на июнь месяц. Восьмерка пентаклей, так, прекрасно, и еще, и карта силы, так. И королева мечей. Ну, посмотрите, энергия у вас будет просто интересная. У вас будет настолько много сил, такой дух завоевателя, да, вот как у нас как раз-таки карта колесницы, да, то есть это воин, человек, который добивается все равно своего. И силы у вас здесь
хватит так точно. То есть старший аркан, да, карта звезды, карта умеренности. Посмотрите просто, что происходит, сколько старших арканов вы собрали, дорогие раки. В месяц у нас планеты меняются, да, знаки меняются, и вот у вас в этом месяце достаточно мощная энергетика, и несмотря на то, что вы кажетесь вроде бы милыми, чувственными и так далее, но стимул работать, завоевывать новые горизонты, он у вас здесь появится, вы поставите себе какие-то новые цели, задачи, да, и высшие силы вам говорят, что вам нужно быть в этом месяце, вот как королева мечей, больше обращаться не к эмоциям, а больше, конечно, к своему разуму, да, то есть апеллировать какой-то информацией, проверенной информацией, то есть все тщательно обдумывать обязательно, не принимайте в этом месяце решения, исходя из ваших эмоций, потому что эмоции, они скачут, да, все-таки вот какие-то факты, они вот как бы, да, более аргументированно нужно подходить, да, к каким-то вопросам, если вы принимаете решение. Также, да, восьмерка пентаклей в плане вашей работы. То есть здесь достаточно много всего. Может быть, вот здесь вот, кстати, есть какой-то выбор, да. Может быть, вы будете выбирать работу, может быть, это у вас новая работа какая-то появится, новое хобби. Тем не менее, я думаю, что здесь, конечно, карта силы связана непосредственно с вашей работой, что вы будете что-то предпринимать. Да, может быть, как раз-таки проломите вот эту вот закрытую дверь. То есть, может быть, у вас карьерный рост, и тем самым, да, как раз-таки карта колесницы, этот вот колесничий, который едет завоевывать новые горизонты в июне месяце. Дорогие раки, это был ваш второй прогноз на июнь месяц. Забирайте из него все самое-самое лучшее для себя. Ставьте лайки, комментарии, пишите, что вы принимаете этот расклад, этот замечательный прогноз для вас. Пока-пока. Львы, дорогие мои, привет, это ваш второй прогноз на июнь месяц. Давайте скорее же смотреть, что же вас ждет в июне месяце. В конце мы, как всегда, посмотрим для вас подсказочку от Вселенной. Я по вам очень-очень соскучилась. Я давненько ничего не выставляла. У меня были проблемки с здоровьем, простуда. И до сих пор голос у меня не пришел в себя. Поэтому я прошу прощения заранее. Я надеюсь, что вас это не побеспокоит. Итак, у нас сегодня 3 колоды, да, абсолютно разные, специально, чтобы как раз-таки на разных колодах посмотреть разную энергетику с разных сторон. Июнь месяц. Я прям в предвкушении. Давайте начнем. Карта мир. Ого! Обнуление цикла, да, то есть здесь что-то у вас завершается по карте мир, это старший аркан все-таки, да, может быть переход на новый уровень у вас в июне месяце, дорогие львы, это очень круто. У меня вот тут вот выпала карта тройка жезлов, да, пока я объясняла вам, что значит карта мир, и мы сейчас тоже про нее поговорим. Сейчас все-таки вернусь к карте мир. Итак, это может быть и переход на новый уровень, да. И учитывая, что мы тут уже подглянем на тройку жезлов, то есть какое-то ваше дело, которое вот вы начнете, может быть, да, что-то новое абсолютно для вас, и это расширит ваши границы. Конечно же, дорогие львы, я за вас очень рада. Также карта мира, это может быть вы отправитесь в какое-то путешествие в июне месяце, да, далеко, то есть это за пределы вашей страны непосредственно, да, может быть интернет-общение с кем-то, с какими-то иностранцами, как вариант, да, все-таки карта мира она такая, то есть интернет-общение через расстояние, или, может быть, кто-то к вам будет приезжать в гости, например, в этот период. Также тройка жезлов, это, конечно, какой-то темперамент, страсть к какому-то делу, что-то новое, то есть человек здесь горит чем-то, начинает что-то. То есть перед этой картой у нас идет двойка жезлов, да, то есть вы сделали выбор идти вот в этом направлении и правильно сделали, потому что по карте мир это все-таки старший аркан, да, говорится о том, что правильный выбор сделан, и сейчас вас Вселенная будет, да, высшие силы будут вас поощрять, чтобы выводить вас в плюс, на новый уровень, да, жизни. Так, давайте посмотрим. Ну, посмотрите, карты просто сегодня сами скачут, я даже не успеваю ничего просто сделать, она просто выпала. Четверочка жезлов, какое-то радостное событие, может быть переезд, может быть свадьба, предложение руки и сердца, да, вот, потому что здесь у них вот происходит как раз-таки свадьба,
переезд в какое-то новое место, да, вот замки какие-то интересные. То есть вот принятое решение вами ранее, да, оно приведет вас вот в эту четверку жезлов. В изобилие, в прекрасное состояние, в ощущение счастья и праздника. Я считаю, что это просто прекрасное начало лета, дорогие львы. Ну вот поставьте просто комментарии, что вы принимаете это уже, потому что я считаю, что это потрясающее событие. Так, король кубков. Может быть, вы будете, да, тем самым королем кубков, то есть в такой энергии эмоциональной, да, что вам все нравится. Вот вы действуете на эмоциях, вы радуетесь, да, то есть вам хочется проявлять какую-то заботу, теплоту о ком-то, о чем-то и так далее, да, то есть тут такая интересная энергия. Может быть, появится в вашей жизни такой человек, король кубков, будет вам что-то предлагать, да, такой мужчина достаточно зрелый, но любит поговорить. Поэтому здесь вам нужно, конечно, зерна от плевен уметь отделять, дорогие львы. Поэтому, ну, я думаю, что вас, конечно, не переплюнешь в том плане, что вы прекрасно знаете, кто привирает, а кто как бы говорит правду, да, потому что у вас есть вот это вот искусство распознавать ложь за 10 километров. Я все-таки асцендентный лев, и я прекрасно понимаю, о чем тут идет речь, поэтому таких вот людей, да, всегда чувствуется, вот, на них у меня так точно нюх. Я думаю, что у вас точно так же, да, мы с вами в этом, конечно же, похожи. Так, карта умеренности, держать баланс, не позволять кому-то или чему-то нарушать вашу гармонию, ваш баланс, да, то есть по карте умеренности, может быть, даже не торопиться где-то, да, то есть здесь нет указаний на то, что вам нужно куда-то бежать, все-таки у вас не выпало пока колесницы, да, что вам нужно бежать, что-то завоевывать. Нет, вы в своей спокойной энергии, то есть и король кубков, и карта умеренности, все спокойненько, все размеренно, то есть не надо напрягаться. Вот все, как львы, вы любите, в принципе, да, особо без напряга, достаточно в такой ленивой атмосферке, лежа командовать, заправлять, значит, другими, да, какими-то делами. Прекрасно, я считаю. Ого, карта дьявола, посмотрите, зависимости. Во-первых, да, это может быть зависимости от кого-то или от чего-то, может быть, какие-то вредные привычки вам нужно пересмотреть. Вообще это также карта дьявола, да, это власть, это популярность, это деньги, и это очень хорошо, да. То есть такие земные, может быть, радости какие-то, влечение к кому-то, может быть, страсть, такая вот, да, необузданная какая-то, может быть, даже какая-то зверская, вот хочу вот я этого человека, и хоть ты тресни, несмотря на то, что какие-то могут быть последствия, да, вы можете даже об этом не подумать, и вот вступить в какой-то, может быть, союз, партнерство, но вот здесь по карте дьявола, конечно, этот союз может быть для вас разрушительным, поэтому если вы понимаете, что вот как раз таки у вас вот король кубков, да, если это не вы, а мы рассматриваем это как нового персонажа в вашей жизни, то, да, вот эмоции, это могут быть какие-то эмоциональные качели. Карта дьявола в минусе, в минусовой энергии, да, она про зависть какую-то, злость, ревность, прям такую страсть какую-то бешеную, да, то есть человек 5 минут злится, ругается, в тот же момент, то есть какая-то страсть, и вот все вот, это, конечно, классно, да, но если вы уже с этим наигрались, с этой драмой, я понимаю, что иногда хочется драмы, каких-то страстей мне тоже иногда хочется, потому что я все-таки лев, вот эта вот драматичность, она в нас как бы вот присутствует, как ни крути, и в каком бы, мне кажется, возрасте мы ни находились, там будто 15 лет или 60 лет вам, да, вы все равно вот хотите какие-то новые приключения всегда. Ну, как бы, да, вот тут вот стоит, конечно, поразмыслить, глубоко поразмыслить, потому что могут быть потом последствия. Давайте еще одну карту достану вот по этой ситуации. Ого, ну карта Иерофанта у вас, наверное, будет очищение, будете пересматривать что-то, может быть, какие-то связи, может быть, партнер, который вот вас, да, разрушает, не наполняет, а разрушает. То есть у вас будет, да, действительно такая вот мысля, что нужно как-то вот избавляться от вредных привычек, очищаться, и высшие силы, да, сами тут показали, что мы это все
пресечем, потому что хватит. Ну, вообще, конечно, карта дьявола — это не совсем плохая карта, я очень люблю, потому что это и про деньги, да, это получение удовольствия, это предупреждения, да, какие-то. То есть здесь не говорится о чем-то таком тотальном, да, не знаю, какой-то апокалипсис, это просто предупреждение, что если вот у вас есть что-то такое, да, не очень здоровое, то нужно обратить на это внимание, и высшие силы здесь вам точно в этом месяце подсветят это. Может быть какая-то связь с партнером, которая вас оттягивает, может быть этот человек у вас слишком много ресурсов вашего сжирает, и вам не хватает как раз-таки вот на вашу троечку жезлов, да, на ваше личное дело. Вот. И все-таки по карте мир, так, я ее прикрою, потому что она голенькая, по карте мир, да, которая вот у нас выпала изначально, здесь, я думаю, что все-таки будет завершение, да, какой-то, может быть, ситуации, может быть, каких-то отношений, которые не приводят вас, в принципе, ни к чему. По иерофанту, опять же, это очищение, да, высшие силы за вами наблюдают, они вам помогают, они вас ведут, и это очень классно, потому что, да, не каждый месяц все-таки вот так вот высшие силы выходят с нами на разговор. Давайте посмотрим еще на этой колоде хотя бы одну карту для вас, дорогие львы, очень интересно. Ого, карта башни, ну, посмотрите, у вас точно... что-то вообще, чему-то придет конец, разрушение. Так, я точно буду доставать еще одну карту, потому что вот прям подробнее посмотреть. Хорошо, мы с зависимостями, со слабостями какими-то, да, разобрались, они будут разрушаться. Карта императрицы и карта девятки мечей. Возможно, вы будете избавляться от своих страхов. Может быть, у вас был какой-то страх, да, то есть здесь изменение, может быть, вашего мышления, подхода вообще к ситуации в целом, да, то есть карта башни, что-то очень неожиданное, какая-то встряска к вам придет в июне месяце, и это может вот повлечь за собой, да, череду каких-то новых событий. Но, как мы уже изначально нам показали, да, расклад просто потрясающий. У вас переход на новый уровень, да, и, может быть, вы засиделись вот в какой-то ситуации, в каком-то месте, что все время пришло. И вот вам высшие силы просто пришли дать тот самый, да, божий шлепок, как говорится, чтобы вы наконец-таки уже пошли туда, куда вам вот давным-давно уже назначено. Вы уже опаздываете, вот, потому что, как карта императрицы, я сказала, да, опять же, это статусность, то есть вы должны прийти к своей энергии. И опять же, да, вам не нужно бежать, не нужно что делать, сохраняйте умеренность, потому что все-таки, да, по всему раскладу у вас нет каких-то, ну, кроме карты башни, да, каких-то таких стрессовых ситуаций и так далее. Но и карта башни в этом контексте, да, то есть она говорит, что все, пришло время разрушить ненужные связи, какие-то старые стереотипы, то, что вы там себе придумывали, чего-то боялись, все, хватит. Нужно идти вперед, высшие силы вам помогают обрести вот вашу энергию, вашу истинную энергию, поэтому не бойтесь, доверьтесь потоку, высшим силам, они точно знают, как лучше, поэтому если у вас что-то вдруг перестает работать в плане, да, вашей жизни, например, да, в какой-то сфере, вот, ну, не клеится и все, вы должны понимать, что значит пришло время это менять. Давайте подсказочку от высших сил достану для вас, дорогие львы. Очень классный расклад, меня прям включило. Напишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу и какая вот ситуация, вы понимаете же, наверное, да, о чем я говорю, какая ситуация у вас грядет. Я с вами поделюсь, если вы напишите, я с вами поделюсь, вот что у меня вот-вот уже просто, где я вешу на волоске. Да, я прекрасно поняла, о чем расклад. Здесь, вот, если вы поделитесь, то я тоже поделюсь с вами, о чем речь. Итак, подсказочка от высших сил для вас. Рыцарь Пентаклей, не торопиться, да? Стабильность, нерасторопливость, ваши лучшие друзья в июне месяце. То есть не на эмоциях принимайте, у меня выпали карты. Вы не можете себе представить даже, какая у меня карта выпала, а там, по-моему, даже целых две. Вот я сейчас вижу карту дьявола. Сейчас я ее подниму и верну. Ну, это просто бинго, потому что
Выпала опять же у нас карта дьявола и, внимание, карта иерофанта. Все то же самое, да, что и вот на предыдущей колоде. У меня такое вот за всю мою практику, наверное, первый раз, что на 2 колодах. А вот часто карты у меня бывают так рядом ходят, но чтобы вот прям вместе, да еще и на 2 колодах, такого, конечно, не было. Вот посмотрите, да, одни и те же карты на разных колодах. Ну вот у вас будет какое-то очищение от какой-то дьявольской энергетики. По карте дьявола еще, да, не могу не упомянуть этот аспект, магический достаточно, да, то есть если были какие-то привязки сделаны на вас, какое-либо магическое воздействие, то здесь высшие силы пришли уже положить конец вот этому всему. То есть если вы знаете прекрасно, что кто-то вами играл, манипулировал, да, магическим каким-то путем, то высшие силы как бы положат этому наконец-таки конец. Они вас от этого избавят. Все-таки даже когда мы подвергаемся какому-то магическому воздействию, да, мы что-то из этого понимаем, то есть просто так нам этого не допускают. То есть была какая-то причина, но эта причина, она уже отыграла свое, да, свой срок отжила, и вот здесь уже пришло время все, да, как бы высшие силы сказали, пора очищаться, хватит уже сидеть, потому что у вас есть вот прям этот вот потенциал, да, к росту какой-то, и вот что-то вам мешает. Вот какие-то дьявольские проказни, да, которые не давали вам двигаться. И рыцарь Пентаклей, да, вот что интересно, не торопиться, не торопитесь, все вот так, как должно быть, да, доверьтесь высшим силам. Вот что здесь говорится. Для вас совет, дорогие львы. Давайте еще одну карту. Очень у вас классный расклад, я считаю. Ну, просто туз пентаклей. Я даже дальше больше не буду продолжать доставать карты. Это просто вам на короночку, на завершение туз пентаклей. Да? Огромный шанс, который вы обязательно должны взять. Высшие силы вам его дают. Потому что вот на 2 колодах карта Иерофанта, да, очищается от дьявола, от всего лишнего. Все, пришло время перемен. Вы должны быть в аркане императрицы, изобилия, да, и вам особо ничего для этого не надо делать. То есть вы уже по жизни, дорогие львы, да, награждены определенными знаниями, определенной энергией, и то есть должны получать свои блага, заслуженные, положенные от высших сил, да. То есть здесь как раз-таки об этом и идет речь. То есть перспектива и шанс на какое-то дело, на что-то новое у вас просто огромный. И я вас с этим поздравляю. И давайте еще посмотрим. Мне пришла мысль, наверное, у кого-то вот что-то связано с любовью. Какой-то, может быть, для вас совет. Карта смерти. 13-й аркан, перерождение, обнуление, либо завершение, да, может быть, отношений, и вы понимаете, ну, что как бы все, вот тут же опять по 2 картам дьявола, да, какая-то связь, может быть, нездоровая, если она у вас есть, то ей придет конец, может быть, все, кармически вы уже отработали все это, и как бы все это спустится на нет. Либо же трансформация ваших отношений, если вы понимаете, что вы хотите быть с этим человеком и так далее, то есть будут какие-то перемены, потому что ваша личность будет очень сильно меняться в июне месяце, поэтому и ваши отношения также будут меняться в июне месяце. Дорогие львы, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, как вам расклад, что вы об этом думаете, пишите, как с вами проигрывается, обязательно поделюсь также в комментариях с вами частичкой своей жизни, да, что у меня происходит и где у меня тоже грядут перемены. Вот весь расклад я сидела, конечно, параллельно думала о том, насколько просто Вселенная, да, приходит всегда вовремя, насколько высшие силы умеют балансировать, да, между добром и злом и так далее. Я желаю вам прекрасного месяца. Забирайте из расклада все самое-самое лучшее для себя. Пока-пока. Девы, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на июнь месяц. Давайте смотреть, что же вас ждет. У нас начало лета, я вас поздравляю. И у нас, как всегда, несколько колод. И в конце для вас посмотрим подсказочку от высших сил. Давайте скорее же начинать. Мне очень интересно, я в предвкушении. Заранее извиняюсь за свой голос.
потому что я все еще болею, но не могла вас оставить без прогноза, поэтому он будет записан для вас с особой любовью и трепетом. Я надеюсь, что мой голос вам никак не помешает. Итак, ого, Паж кубков. Классный романтический настрой, да, то есть человек достаточно такой юный, может быть, появится у вас, да, в вашем поле, в вашей жизни, который будет вам намекать на какую-то романтику, на свидание, да, вас звать как вариант. Может быть, вы будете просто весело проводить время, да, то есть обновится энергия у вас, дорогие девы, и вам захочется больше эмоций, чувств, да, такой романтики проявлять, да, то есть окунуться вот в эти эмоции. Так, что же еще? Ого, 8 кубков. От чего-то вы хотите уйти, что-то оставите позади. Может быть, какие-то негативные эмоции вы захотите оставить позади вас. Может быть, захотите, да, закончить какие-то отношения, какую-то связь с каким-то человеком. Да, вот может быть вот с этим вот пажом кубков, который к вам заявится, но вы скажете, да, не надо мне вот это вот все, иди со своим этим самым, как говорится. Да, давайте еще подробнее посмотрим. Ну да, карта башни еще. Ну, то есть разрушение каких-то, может быть, связей, эмоций, чувств, может быть, негативные какие-то эмоции вами обладали этот период, и у вас вот это вот переход, скажем так, да, будет в этом месяце. Так, еще карту достанем. Карта влюбленных. Нет, немножко голенький, как-то бы мне так ее прикрыть, да. Аркан все-таки влюбленные, то есть номер 6. Достаточно творческий, как символично, да, на 6-й месяц, шестой старший аркан. Влюбленные, конечно, про какой-то выбор. Выбор, может быть, вы сделаете в этой ситуации в пользу себя, что бы это ни было, может быть, это какой-то проект, может быть, в принципе, какая-то ситуация с чем-то или с кем-то в отношениях, да, то есть здесь говорится, что нужно выбирать себя в первую очередь. Может быть, какое-то третье лицо, потому что здесь у нас на карте, сейчас я вам аккуратненько так покажу, на карте у нас вот эта вот змея ползет, может быть, из-за какого-то третьего лица кто-то вмешается, да, в эту ситуацию, у вас произойдет какое-то, может быть, озарение, вы захотите уйти из этого всего. Или, может быть, в принципе, постоянно были какие-то третьи лица во взаимоотношениях, да, в какой-то ситуации, и вас это напрягало. То есть сейчас вы решите, что все, хватит уже сидеть, что-то выяснять, надоело. Так бывает. Ну, тройка мечей. Ну, тройка мечей, это может быть, что эта ситуация, да, она вас ранит как-то, то есть это не самые приятные чувства, не самые приятные эмоции, да, то есть все-таки тройка мечей – это мечи, да, и, да, конечно, бла-бла-бла просто я сейчас сказала, но мысленно в первую очередь вас это очень сильно расстроит. Да, разбитое сердце, оно, конечно, от наших каких-то, может быть, ожиданий, от того, что мы себе там напридумывали красивую картинку, а по факту, на самом деле, оно было вообще не так, и оно для вас было иначе, да, потому что вы вот жили в какой-то иллюзии. Сейчас эта иллюзия, она приходит карта башни, да, и как раз-таки при том, что та самая молния, да, она бьет свыше. Значит, что высшие силы, они хотят вмешаться и открыть вам, наконец-таки, может быть, глаза на что-то. И да, эта ситуация вас ранит. Да, это как бы не самое приятное, но зато вы научитесь выбирать все-таки себя. Может быть, да, подсказки лучше слышать от Вселенной. Давайте на другой колоде посмотрим также, что вас ждет. Ну, 5 жезлов, посмотрите, прорыв какой-то, да, зато, как говорится, одна дверь закрывается, вы ее сами закрываете, вы сами уходите, то есть это не кто-то, а вы сами, то есть от какого-то сознания, от понимания, да, вы закрываете что-то, и вот тут идете к новой двери, чтобы ее раскрыть, да, то есть открыться по-новому. Ну, посмотрите, вот 7 пентаклей, дверь такие для вас откроется. При том, что девушка здесь достаточно радостная, может быть, какое-то известие к вам придет, может быть, промедленное, замедленное что-то, да, то есть какая-то затянувшаяся ситуация. И сейчас вот по поводу этого у вас будут какие-то новости. То есть, да,
Такая вот история. И, конечно же, карта башни это такая вот встряска у вас будет в июне месяце. Может быть, просто вы засиделись, может быть, энергия лени, может быть, такая энергия, что да, ничего не хочу, ничего не радует, но вас встряхнет, я думаю, и исходя вот из этого, да, вы начнете как-то менять что-то, выбирать себя, думать о чем-то, может быть, творчество вашего, да, еще больше начнет прорываться за вот этой вот какой-то встряски, какой-то неожиданной ситуации, может быть, какая-то встреча, например, неожиданная у вас в этот период, да, произойдет. Так, давайте еще для пояснения. Ну, вот четверка мечей. Вы чего-то не замечаете, не видите чего-то. Не видите возможностей, не видите вот эту вот самую дверь, и вам хотят тут подсветить, да, я думаю, что вот именно поэтому у вас вот эта вот башня и приключится. На что-то закрываете, может быть, глаза. То есть как будто бы вы вот мимо этой двери все проходите, проходите и проходите. И высшие силы скажут, ну блин, а давайте сделаем вот так вот, чтобы он или она наконец-таки уже заметили это, да, давайте немножко встряхнем. Ну, нам действительно иногда это надо, потому что мы ленимся где-то периодически, да, вот, поэтому я думаю, что здесь только, конечно, к лучшему. Давайте посмотрим подсказочку от высших сил для вас на июнь месяц, что высшие силы хотят вам сказать. Ого, карта императрицы, да, вы посмотрите. Изобилие, да, статусность, так, и король жезлов. Ну, смотрите, вот вы точно будете в изобилии, в своей энергии. То есть императрица особо делать ничего не надо. Нет, ну, конечно, надо, да, это не так, что вот я вот так вот сижу, но какие-то блага сами приходят, да, вот по статусу, потому что этому человеку положено, потому что он в прошлых жизнях заслужил, хорошо прожил какие-то, да, кармические ситуации. Вот, в общем, вы молодец, что я могу сказать. И вот рядом с вами может быть какой-то король жезлов, да, который вот чем-то от вас отличается. То есть, и может быть вы чувствуете вот эту вот разность. Так, давайте еще одну карту достанем, чтобы удостовериться, что такое. Карта шута, посмотрите, что-то новое. Может быть, для кого-то здесь даже беременность проиграется, да, потому что все-таки карта дурака про ребеночка у нас. Если так, то я вас, конечно же, поздравляю. Может быть, вы в июне месяце наконец-таки узнаете об этом. И все-таки, да, аркан императрицы, она здесь в себе вынашивает новый мир, да, и карта дурака. То есть очень интересно. Да, июнь многообещающий для вас делает. Вообще карта дурака, конечно же, да, после башни, особенно это на старшие арканы, и это про обнуление, про что-то новое, что вам стоит действительно попробовать вступить во что-то, не бояться, с легкостью, да, может быть, как дурак с какой-то наивностью даже где-то, да, то есть не заморачиваться, не обдуматься, а просто вот отдаться потоку и, как говорится, да, пуститься на встречу приключений. Вот девятка пентаклей, да, конечно, тут про ваше развитие, да, что вам нужно это, нужно попробовать, как бы там ни было, страшно, не страшно, но тут вот точно, да, увенчается успехом, потому что девяточка пентаклей это вот почти уже, можно сказать, сбор урожая. Вот тут у нее уже одна монетка, да, лежит. То есть подумайте, может быть, какое-то дело, которое вы хотели начать, но никак не решались, то высшие силы вам говорят, что попробуй, да, конечно, нужно. Это твой новый путь, он достаточно, да, легче, чем ты думаешь, легче и проще, чем может показаться. Давайте еще одну карту для вас достану, дорогие девы. Паш мечей, изучение какого-то нового процесса, информации, да, то есть быть вот этим самым пажом, что-то изучать, не бояться, да, открываться какой-то новой информации, может быть, поискать какую-то информацию. И также, конечно, паш мечей это такая энергетика, когда вы захотите кого-то, может быть, цеплять словом, да, или вы будете достаточно риски в каких-то ситуациях. Может быть, вам вот как раз-таки по карте дурака, да, и по карте паш мечей нужно по-новому как-то взглянуть на какую-то ситуацию, да, проанализировать что-то, посмотреть информацию, да, может быть, пособирать какую-то информацию и сделать вот какой-то выход. Ну, я подозреваю, что у вас здесь откроется какое-то новое видение, какая-то новая информация, может быть, инсайт какой-то, озарение какое-то на вас нападет в июне месяце, дорогие девы.
целом расклад очень позитивный, классный, да, вот эта карта башни, которая к вам придет, встряска, так или иначе, она у вас будет и должна быть, но вот по всей трактовке, да, я не вижу здесь ничего трагичного, и расклад достаточно позитивный и классный, то есть перспективы у вас и в плане финансов достаточно хорошие, потому что девяточка пентаклей говорит, да, что процесс идет, и процесс как бы со знаком плюс, да, то есть финансово вы будете обеспечены на этот месяц, и карта императрицы тоже как подтверждение к этому, да, изобилие, как бы все сытые, все довольные, все счастливы. Может быть, у кого-то здесь беременность, да, и здесь, конечно, может быть такая ситуация, да, разочарование в ком-то, в какой-то ситуации, от чего вы откажетесь и уйдете, да, то есть вы, может быть, сами устроите эту башню кому-то, поэтому вот такой вот у вас интересный расклад. Я вам желаю всего самого-самого наилучшего. Пишите свои комментарии по поводу расклада, что вы принимаете его. Я желаю вам позитивных событий, классного лета, прекрасного июня. Ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. Весы, дорогие мои, привет, это ваш таро-прогноз на июнь месяц. Давайте скорее же смотреть, что вас ждет в этом прекрасном месяце, начало лета. Я вас поздравляю. У нас, как всегда, несколько колод, и в конце мы посмотрим для вас подсказочку от высших сил. Итак, давайте скорее начнем. Я в предвкушении, что же вас ждет. Итак, первая карта у нас. Да-да-да-да. Четверочка мечей, ничего себе, добровольная какая-то изоляция, может быть, поставите на стоп что-то. Мечи это все-таки мысли, может быть, какую-то идею вы поставите на стоп, да, то есть здесь как будто вы захотите взять паузу, отдых, может быть, у вас в прошлом месяце был штиль, а он у вас был, да, какие-то бурные перемены, что-то интересное, новое. Вы захотите как бы просто отдохнуть, да? Дать себе время на подумать. Пауза какая-то, да, остановка какая-то. Так, что еще вас будет ждать этот период? Тройка жезлов. Ого. Ну, то есть я думаю, что вы какое-то время, да, отдохнете, поставите что-то на паузу, либо, в принципе, какой-то проект можете поставить на паузу и начнете что-то новое сначала. У вас будет прям темперамент какой-то, да, может быть, вы выходите из состояния там болезни, например, да, вот из этой четверки мечей, и у вас вот июнь месяц предвещает как раз-таки такую достаточно мощную энергию, да, жезловую, то есть горю, хочу, буду делать, ставить новые цели, новые планы, может быть, у вас был какой-то переход, потому что перед тройкой жезлов у нас идет двойка жезлов, да, это все-таки выбор в пользу чего-то, какого-то проекта, выбор в пользу себя, да, каких-то обстоятельств, и вот сейчас вы понимаете, что вы сделали какой-то правильный выбор, что-то завершили и начинаете что-то сначала, что-то новое. Так, дальше смотрим. Ого, шестерка жезлов. Ничего себе. Вот это дело, чем вы, может быть, занимаетесь, своя работа, она принесет вам достаточно позитив, да, потому что шестерка жезлов это карта победителя. Может быть, победите сами себя, свою лень, может быть, какие-то обстоятельства, да, то есть очень хорошее начало, конечно, месяца. Оставляйте комментарии, дорогие весы, что у вас там за такое дело, что вы хотите начать или уже начали, но однозначно здесь, конечно, для вас зеленый свет, то есть если хотите что-то начать, не думайте много, да, особо не застаивайтесь, идите, все-таки действуйте. Может быть, какое-то время вам нужно, да, но недолго. В плане обдумать что-то, поставить какие-то планы, цели, отдохнуть в конце концов и двигаться, скакать на своем коне. Вам могут прийти также какие-то новости позитивные, да, все, что связано с вашей работой. Энергии здесь будет достаточно много, потому что все-таки много жезловой энергии, да. Давайте посмотрим, какие двери для вас открываются в июне месяце. Итак, ого, четверка жезлов, посмотрите, радостное событие, может быть какой-то переезд, может быть будете, поедете куда-то, да, к своей семье, может быть свадьба у кого-то, помолвка,
Да, то есть достаточно хороший настрой, хорошая энергетика, опять же, да, то есть у вас как будто загорелся вот внутри вот этот вот огонек на июнь месяц. Это может быть также куда-то поездка, да, переезд куда-то за границу, может быть, в принципе, вы меняете жилье, да, какую-то атмосферу и так далее. То есть здесь достаточно позитивный настрой. Восьмерка кубков, откуда-то вы уходите. Да, то есть вот тут еще цветы, дороги назад, как говорится, нет. Может быть, вы примете какое-то решение, что-то оставить, какую-то ситуацию. Да, все-таки кубки – это эмоции. Вот что-то очень эмоциональное может у вас произойти, и вы как бы даже, может быть, не будете проявлять эти эмоции, просто их где-то там оставите, скажете, да, пусть оно там, да, себе как-то вот стоит и так далее. То есть вы идете навстречу вот каким-то приключениям. Тут вот впереди гора, да, которая говорит, что есть какие-то препятствия, есть какая-то, да, задача, но вы решительно настроены это преодолевать в июне месяце, дорогие весы. Так, и что самое интересное, да, по шестерке жезлов, можете не сомневаться, у вас-то все получится, потому что вы на коне, и это самое, конечно, главное. Давайте достанем для вас еще одну карту. Карта выбора, смотрите, влюбленные, да. Вот здесь вот, конечно, если взять уж эту колоду и читать ее не как классическую, то влюбленные, да, то есть это карта 78 дверей у нас из колоды. И вот здесь вот сама гадалка, это и есть ключ. То есть, может быть, вы будете к кому-то обращаться, например, да, или смотрите сейчас мой расклад, и вы понимаете, что вам нужно сделать выбор между чем-то и чем-то. Да, то есть выбор в пользу себя, выбрать какие-то обстоятельства, или же выбор человека выбрать, да, быть с ним или не быть с ним, например. То есть хорошенечко все взвесить. Вот восьмерка кубков, может быть, вы с кем-то захотите расстаться, оставить всю эту ситуацию, как бы, да, выбрать себя. Также шестерка – это все-таки про творчество какое-то, опять же, да, то есть тройка жезлов у нас говорит про вот это вот состояние, когда хочется чего-то делать, хочется перемен, хочется свернуть горы, хочется быть победителем, и вы будете этим победителем в этом месяце, да, то есть счастливые обстоятельства, четверка жезлов, может быть, в путешествие какое-то отправитесь, да. То есть вот как-то так, да, у вас достаточно такой позитивный, классный настрой. Ну вот по шестерке, да, у нас еще карте влюбленные, это, конечно, не про торопливость какую-то, это не про то, что я бегу, это все делаю, достаточно такая умеренная, спокойная энергия у вас должна быть в этот период. Давайте посмотрим для вас подсказочку от высших сил на июнь месяц. Семерка кубков. Все-таки нужно сделать какой-то выбор. Так, давайте еще одну карту. Карта дурака. И колесо фортуны. Смотрите, как два старших аркана у нас. Да, ну смотрите, сделать нужно выбор все-таки. Карта дурака говорит, ну сделайте вы уже этот выбор и ну, попробуйте. Все-таки дурак это про что-то новое. Да? Вот, то есть она падает в это озеро и даже не подозревает, что вот там будет. Но вот карта колесо фортуны, да, она у нас выходит за дураком и говорит о том, что судьбоносные события, то есть у вас смена цикла, смена судьбы, может быть, вы завершили какую-то кармическую задачу, да, то есть, может быть, у вас были какие-то кармические отношения, да, как вариант, может быть, какая-то ситуация была кармическая, и вот вы сделаете выбор, да, в пользу того, чтобы обнулить, может быть, завершить какой-то процесс. Но достаточно с легкой такой энергетикой, опять же, да, то есть выбор будет сделан вами правильно. То есть если вы чувствуете, что в какой-то ситуации уже, ну, пора, да, поставить какую-то точку, завершить, обнулиться, и вам будет так гораздо легче, то, конечно, классно, да, и вот вам судьба в этом будет помогать. То есть вы запустите, так сказать, вот это вот колесо сансары, да. То есть будут перемены в вашей жизни непосредственно. Давайте еще одну карту для вас достану. Семерочка пентаклей, как интересно. Ну, какой-то проект, что-то вы будете в этом месяце пророждать, да, что-то вы будете растить. И высшие силы
вам об этом говорят, да, что пришло время вот заниматься каким-то проектом, вкладываться в какой-то проект. Я думаю, что вы прекрасно знаете, о чем я говорю, да, то есть пришло время выращивать что-то, даже выращивать себя, может быть, в себе какие-то качества, да, нужно прорастить. Если вы понимаете, что у вас есть конкретная проблема, да, может быть, мысли или еще что-то, то есть нужно над этим работать. А вообще, конечно, это достаточно материальная карта, поэтому, может быть, накопительством нужно заняться, да, проращивать вот эти вот монетки, может быть, вложиться во что-то нужно, да, чтобы у вас вот эти вот монетки про запас такие были. Дорогие весы, это был ваш второй прогноз на июнь месяц. Надеюсь, что вам понравилось. Обязательно пишите комментарии, что вы принимаете этот расклад, закрепляйте, пусть с вами произойдут самые прекрасные события. Забирайте из него все самое-самое лучшее для себя. Я желаю вам прекрасного лета, прекрасного июня месяца. Пока-пока. Скорпионы, привет! Это ваш второй прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать на мой канал. У нас, как всегда, с вами 3 колоды разных абсолютно карт. И в конце, конечно же, мы посмотрим для вас подсказочку от Вселенной. И также хочу напомнить, что когда вы смотрите мои прогнозы, у меня всегда, вы, конечно, не видите, но у меня всегда горят программные свечи. То есть это значит, что тем самым вы очищаетесь. То есть убиваете, так сказать, 2 зайца. Итак, давайте начнем расклад. Посмотрим, что вас ждет, скорпионы, в этом прекрасном месяце. Я в предвкушении. Ого, 9 пентаклей, вот это начало, посмотрите. Вот я прям чувствовала, что у вас будет очень крутой месяц. Смотрите, 9 пентаклей это про урожай, посмотрите, про изобилие. Посмотрите, какая красивая девушка, да, в каком платье, в каком облике вообще в целом она, рассмотрите эту картинку. Круто, вот все, во что вы вкладывались, да, какой-то период вашей жизни, оно сейчас будет свести, просто продвигаться, да, то есть это также продвижение по работе, все-таки пентакли это у нас земная стихия, поэтому все будет у вас идти в рост в этом месяце, да. Так, давайте еще одну карту достанем для вас. 5 кубков. Так, и давайте еще. Что это такое? И 3 пентаклей. Ну, смотрите, по 5 кубков, может быть, у вас какой-то период не удавалось, например, что-то, да, какой-то проект, возможно, шло все как-то вот, ну, не так, как вам хотелось бы, скажем так. И поэтому, может быть, вы не видели каких-то шансов, но вот ощущение, что сейчас все-таки, опять же, да, и 3 пентаклей, и 9 пентаклей у нас это земные достаточно карты, да, стихия Земли. И это говорит о том, что больше вот у вас вызывали какие-то эмоции, расстройства, ваши дела, да, то есть, может быть, с финансами было не все так гладко у вас. И здесь, конечно же, вот 5 кубков, да, рассмотрите, пожалуйста, вот эти 3 кубка, они лежат, но вот 2 кубка позади, они совсем рядом, и вы их как будто бы не замечаете. То есть, ну, не сосредотачивайтесь на, может быть, какой-то потере, да, на какой-то, может быть, неудаче, но не получилось, не получилось. Вы попробовали, это опыт, вы понимаете теперь, как делать, может быть, не надо, да. В любом случае, вы получили из этого какой-то опыт, и это бесценно, да, потому что за деньги это, как говорится, не купишь, условно говоря, поэтому я думаю, что здесь у вас что-то пойдет по-новому, то есть 3 пентаклей это может быть какой-то новый проект, и этот проект может быть, допустим, с кем-то в партнерстве, да, вот здесь вот 3 человека, либо же вы, допустим, с партнером будете что-то делать, и вот 3-й человек это будет как исполнительное, скажем так, лицо, да. Вообще это про творчество, творческий порыв, да, то есть будете креативничать и так далее. Плюс еще 9 пентаклей говорит о том, что ваше творчество таки принесет вам действительно изобилие, да, то есть это не просто вы куда-то там в небо что-то делаете, а это действительно увенчается успехом. На второй колоде Таро 78 дверей, посмотрим еще для вас, что будет ждать вас в этом месяце. И то есть, конечно же, паж пентаклей у нас может быть про какие-то новости, про
что-то новое, может быть, кто-то к вам придет, да, с какими-то хорошими новостями, то есть буквально, может быть, даже постучится, вот как этот паж, в ваши двери в этот период. И непосредственно, да, у нас очень много здесь пентаклей. Поэтому, если у вас вот такое вот состояние, пятерки кубков, да, то есть вы чем-то недовольны, какое-то время, может быть, да, у вас что-то не получалось, не удавалось, то вы точно можете знать, что в июне месяце к вам придет что-то очень новое, что-то интересное, да. Так, давайте еще посмотрим. О, как посмотрите, у меня тут на колоде, да, тройка жезлов. Опять же, тройка жезлов, если мы ее прочитаем, то это, конечно же, про что-то новое. Вот, может быть, вы получите какие-то известия, какой-то человек, может быть, вам подтолкнет, да, или ситуация, в принципе, так поменяется в ваше русло. И вот как раз-таки вы загоритесь этим делом и будете что-то новое предпринимать, да, узнавать какую-то информацию и так далее. Ой, карта силы у нас вот здесь вот на конце колоды, как очень, очень интересно, да, то есть силы будут у вас на реализацию ваших личных планов, идей и так далее, да. Так, смотрим еще для вас. Двойка пентаклей. Ну, смотрите, двойка пентаклей это всегда про баланс, опять же, да, взвешивать. Еще также, может быть, вам просто не стоит торопиться с каким-то выбором, то есть нужно все хорошенечко обдумать, подумать, да. Так, еще карта. Так, рыцарь мечей, точно. И карта Луны. Ну, двойка пентаклей здесь точно про то, что может быть сотрудничество с каким-то человеком в партнерстве, вы будете, да, что-то предпринимать, то есть, может быть, проект какой-то реализовывать. И вот здесь вот этот рыцарь мечей, который пытается проломить какую-то дверь, да, и вы таки ее проломите. Может быть, вот по карте Луны вам откроется какая-то тайна в этот период, например, да, и вы сможете таки начать что-то заново, начать что-то новое. Двойка пентаклей это также про баланс, да, какой-то брать, давать. И самое главное, конечно, двойка пентаклей это про то, что не попадать вот в какой-то хаос вот этот вот событий, а держать вот опять же таки вернемся, да, к балансу. Я уже это сказала 1500 раз, но повторю еще раз. То есть чтобы не было у вас вот такой вот хаотичной энергии, может быть просто сесть и расписать, например, построить бизнес-план в конце концов, планы на месяц, например, расписать, чтобы у вас все было четенько по полочкам, и вот тогда вы сможете прийти вот в эту заветную свою девяточку пентаклей, да, то есть предпринимая какие-то действия, занимаясь рабочими процессами и так далее. То есть вам не будет времени сидеть вот в этой вот энергии пятерки кубков, горечи, утраты и так далее. Давайте посмотрим для вас. Ну вот, карта выпала, сейчас я ее достану. Итак, карта, которая выпала, это у нас двоечка жезлов. Означает, да, переход на во что-то новое, в новое будущее, да, то есть здесь она смотрит, можете рассмотреть, она смотрит вперед. То есть вот этот вот жезл у нее остался позади. То есть здесь нужно будет сделать какой-то определенный выбор для себя, распрощаться со старым, да, то есть если вы вот тут вот, опять же, по пятерочке кубков нам показали так немножко ситуацию, что вы расстраивались. И вот тут вот очень интересно, да, рассмотреть эти две карты. То есть человеку нужно просто по факту оглянуться, и все. И вот тут вот у вас два кубочка вас ждут. И Вселенная вам, конечно же, подсказывает, да, то есть высшие силы вам говорят о том, что выбирай будущее, не заостряй свое внимание на каких-то прошлых неудачах, отношениях и что бы это ни было. Давайте еще достанем для вас пару карт, совет. Ну, карта мага, посмотрите, прекрасно, старший аркан. Да, говорит о том, что все в ваших руках. Вы можете сделать все так, как хотите. Да, то есть все будет зависеть от вас в этом месяце. Если вы выберете все-таки, да, сделаете выбор из вот этого состояния перейти, то вы будете творцом своей судьбы. И Вселенная вам об этом говорит, что твори. Да, и карта мага – это также умение подстроить под себя, прогнуть под себя мир, скажем так, и в этом месяце у вас будет такая прекрасная возможность, с чем я вас поздравляю, дорогие скорпионы.
Так, давайте еще карту достанем для вас. Я прям вообще, мне очень интересно. Пятерка мечей. Пятерка мечей это про мысли, да, может быть, вам нужно будет хитрить в этот период, потому что все-таки маг, да, то есть он управляет, он где-то хитрит, он где-то манипулирует. Это не только про какие-то классные плюсовые энергии, но и минусы тоже, да, есть. То есть человек манипулятор, делает все так, как нужно, играет какую-то свою собственную игру. Вот может быть вам для того, чтобы выбраться в этом месяце, да, вот из вот этого состояния, нужно просто взять все в руки и быть тем самым магом, да, может быть даже где-то изменив отношение к окружающим, да, и быть немножечко эгоистами, дорогие скорпионы. Вот как-то так. Ну, вообще, конечно, пятерка мечей – это мысли, которые вам не дают просто покоя. Постоянно вы себя, может быть, накручиваете. Вот этим заниматься точно не надо. Давайте еще одну карту. Ну вот, посмотрите, девяточка мечей, да. Опять же, мысли, которые портят вам всю малину, как говорится. Хочу еще одну карту достать. Да, вот вам нужно из вот этого всего просто стать пажом. Паж – тот человек, который изучает новую информацию, да, он ничего не знает, с чистого листа, то есть быть более гибким. Вам нужно обнулиться в этот период и вот стать тем самым пажом, да. Может быть, даже где-то проявить настойчивость, агрессию вам дано. Вселенная вам говорит, что вы маг, вы творите, и все-таки, да, избавиться от вот этого. То есть вам не нужна вот такая вот энергетика, когда вы там не можете спать по ночам, думаете о чем-то непонятно, да, не знаю, накидываете себе какие-то разные сценарии ненужные. Вселенная вам говорит, ну, как бы, давай не сейчас, у тебя сейчас прекрасная, то есть и карта силы у нас там, да, показывалась на дне колоды, как мы видели. Это очень символично, я считаю, потому что у вас в раскладе достаточно хорошие карты в целом, да, то есть это развитие. Направьте свой фокус внимания на вот эту вот самую девяточку пентаклей, вы обязательно к ней придете. Не заостряйте свое внимание на том, что у вас не получилось. Дорогие скорпионы, расскажите мне, пожалуйста, мне очень интересно в комментариях, что у вас там за такая ситуация, по какому поводу вы расстраиваетесь. Я желаю вам прекрасного месяца. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Не забывайте про энергообмен. Я вас люблю. Прекрасного вам июня месяца. Пока-пока. Стрельцы, дорогие мои, привет! Это ваш таро-прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать на мой канал. Я вас поздравляю, у нас наконец-то лето, отпуск, классная погода. Давайте будем смотреть, что же вам Вселенная подготовила на июнь месяц. Я уверена, что расклад будет просто потрясающий. Итак, у нас, как всегда, с вами 3 колоды. И в конце для вас подсказочка от высших сил, от Вселенной, в каком направлении вам двигаться, может быть, что-то для вас тайное откроется. Давайте смотреть. У нас первая колода. Итак, ого, девятка мечей. Чего вы боитесь, дорогие стрельцы? Надумываете себе чего-то, да, то есть девятка мечей это всегда про то, что этого еще нет, но после девятки мечей у нас идет десяточка мечей, и вот вы себе придумываете, что все, ситуация какая-то может проиграться для вас трагично, да, и здесь, конечно, зависит все от вас, от вашего настроя и от ваших мыслей, потому что негативные мысли, они у нас, к сожалению, реализуются гораздо быстрее, чем даже позитивные, да, поэтому у страха глаза, как говорится, велики, поэтому здесь однозначно мы сейчас посмотрим, нужно будет, да, как-то избавляться от этих мыслей, нужно быть мудрым. Нужно быть мудрым и следовать своему пути. То есть вы прекрасно знаете, куда вы идете. Так, еще давайте достанем карту. Ого, карта Иерофанта. Целых 2 у нас старших аркана, да, Отшельник и Иерофант. Это про какую-то глубокую мудрость, дорогие стрельцы, и про своего рода очищение. То есть вы должны понимать, что Иерофант и Отшельник здесь вышли не просто так, да. Не нагоняйте лишний раз, не раздувайте, как говорится, из мухи слона, потому что высшие силы на вашей стороне, и это мы еще подсказочки от высших сил не посмотрели, да, здесь уже прям вышел Иерофант и говорит о том, что за вами наблюдают, за вами следят, вам помогают, может быть, вам нужно будет просить даже у помощи, да,
может быть, обратиться к религии, например, может быть, просто помолиться, да, или написать письмо Вселенной, например. В общем, все, что для вас как бы приемлемо, то и сделайте. Может быть, в этот период действительно пойдете к кому-то, к священнику, например, да, или вот, в общем, в те структуры, во что вы верите, можете обратиться. Для тех, кто не любит, да, церковь и прочее, можете просто обратиться напрямую к высшим силам, к Богу, да, опять же, ко Вселенной за какой-то помощью, поддержкой, может быть, для ответов на ваши какие-то сокровенные вопросы. И в любом случае, в июне месяце, да, вы будете бороться так или иначе сами с собой, потому что есть какие-то страхи, есть что-то вымышленное, что вас беспокоит, то есть вы очень сильно переживаете. Может быть, даже болит голова часто у вас, да, или какая-то бессонница у вас вот здесь грядет. Так, давайте еще карту достанем для вас. Шестерочка мечей. Смотрите, нужно ехать, плыть, бежать к каким-то новым берегам. Опять же, да, шестерка мечей. Опять же, уйти от чего-то, уйти вот от собственных мыслей каких-то, да, от того, что вы там себе надумали, придумали, ограничили себя в чем-то. То есть по факту, может быть, этого и нет, да, и вот не забываем, что восьмерочка мечей, точнее девяточка мечей, да, и перед этой картой у нас идет восьмерочка мечей, вот что я хотела сказать. И там, конечно, девушка стоит, да, у нее завязанные руки, завязаны глаза, но у нее есть возможность уйти, но почему-то она этого не делает, да, то есть там конкретно именно загвоздочка в ваших мыслях. Вот, сконцентрируйтесь на чем-то положительном, поставьте себе какую-то цель, потому что то, о чем вы думаете, туда вы и сливаете свою энергию. То есть если вы думаете о том, что какая-то ситуация может разыграться в плохом ключе, она так и разыграется у вас в июне месяце действительно в плохом ключе. Здесь все зависит от вас. Высшие силы вам говорят о том, что нужно очистить свой разум, да, быть более честным даже где-то с самим собой. Поэтому, да, вот такой вот интересный у нас расклад. Давайте еще на второй колоде посмотрим для вас, что вас ждет в июне месяце. Так, рыцарь жезлов, посмотрите, он у нас, да, дверь открыта, но вот он почему-то стоит и думает. Может быть, вам не нужно торопиться с принятием какого-либо решения. То есть вы прекрасно понимаете, что вы можете что-то, например, сделать, дверь у вас открыта, но вы стоите, движения никакого по факту нет. Давайте еще достанем одну карту. Карта влюбленные. Нужно сделать выбор, да. Нужно сделать выбор. Так, давайте еще подробнее. Нужно сделать выбор и действовать активно. Да, то есть у нас вот тут вот и рыцарь жезлов, и рыцарь воды, хотела сказать. Боже мой, что со мной? Я прошу прощения заранее за мой голос также, потому что я все еще немножко болею. И как бы мне даже сложновато, если честно, записывать сейчас для вас видео, но я не могу вас оставить без расклада, поэтому я стараюсь сделать все самое лучшее. Вот, поэтому простите меня, я могу иногда, конечно, зависать, скажем так. Конечно же, да, рыцарь кубков у нас, спасибо, я вспомнила. Рыцарь кубков у нас говорит о том, что должен быть прорыв, должно быть активное действие. То есть подумайте, поразмышляйте, сделайте правильный выбор в конце концов. Вот шестерка также у нас, шестерка, да, шестой аркан у нас старший, и это всегда про выбор. То есть будете что-то выбирать. Может быть, по поводу этого у вас такие вот будет вот эта вот самая девяточка мечей, да, то есть вас расстраивает это. Может быть, вы переживаете, правильно, неправильно вы сделаете выбор. А давайте посмотрим, вы сделаете ли вы все-таки правильный выбор. Да? Может быть, будет какая-то еще в конце для нас подсказка. Двойка пентаклей. Ну, опять спасибо. Можно как-то... Ну, вот опять, смотрите. Двойка пентаклей и
тройка пентаклей. То есть, может быть, в паре с кем-то будете что-то делать, да, какое-то творчество, заниматься какими-то делами, но я думаю, что вы сделаете правильный выбор, вы будете колебаться по поводу этого, думать об этом очень много, тем более по девятке мечей, да, мы видим, что вот оно. То есть десятка мечей у нас здесь не выпала. Можете даже не придумывать сценарии, исходы в негативном ключе, потому что не будет этого. Высшие силы здесь сами вышли и говорят, да, отправляйся к новым берегам. Ты точно знаешь, куда тебе надо идти, ты точно знаешь, как это все нужно делать. Посмотрите, какой триплет у нас здесь вышел, да. Вот, поэтому они будут вас поддерживать. Может быть, где-то вам по отшельнику также нужно будет вести какой-то такой, да, как это сказать, ну, не затворнический, конечно, образ жизни, но вот, по крайней мере, в июне месяце, может быть, почаще находиться самому, да, то есть самой, больше мыслей и так далее. Вот. Также, да, давайте посмотрим для вас совет все-таки от Вселенной, что она хочет вам от высших сил, да, что хотят вам сказать, может быть, о чем-то предупредить, потому что я смотрю, что вы так переживаете, дорогие стрельцы. Карта мира, да, смотрите, переход на новый уровень у вас здесь. Вот почему вы переживаете, да. То есть все меняется, и вы, возможно, это чувствуете, что все будет по-новому. Это классно. Завершение старого цикла. Июнь месяц, да, то есть лето будет для вас многообещающим. Поэтому пора ставить где-то точку, да, менять что-то и идти к новым берегам, завоевывать новые горизонты. Посмотрите, просто колесо фортуны у вас здесь. Действительно, цикл-то меняется. Цикл меняется, может быть, какие-то кармические задачи вы прошли сейчас. То есть, если была вот эта вот девятка мечей, может быть, вы поэтому просто и переживаете, потому что у вас на интуитивном уровне чувствоваться это будет, да, что что-то вот такое грядет. Но я вам хочу сказать, что здесь ничего плохого абсолютно не предвидится. Это только ваши мысли и догадки. Может быть, вы просто действительно интуитивно чувствуете, что будут какие-то глобальные перемены, да, в вашей жизни, и поэтому от вас здесь особо ничего не требуется, потому что высшие силы сказали, мы тебя поддерживаем. И тебе нужно просто выбрать, да, то, что мы тебе предлагаем. Ты сделаешь выбор правильно абсолютно и просто двинуться в бой, в путь. Вот. Так, давайте еще одну карту для вас. Паж Пентаклей, Паж Пентаклей. Все начнется с какой-то, может быть, очень маленькой истории, ситуации, может быть, с какого-то маленького сообщения для вас, да, и, может быть, что-то к вам придет сначала такое маленькое, незначительное, но потом это разрастется, да, то есть в тройку в итоге Пентаклей, что вы будете заниматься чем-то активно. И также карта мир и карта колесо фортуны у нас здесь выпала, да, то есть тотальные глобальные перемены у вас начались. И прям с июня месяца. Это очень круто, все карты положительные, в целом расклад классный. Единственное, что, да, я вам сказала, что вам не нужно себя накручивать. Старайтесь избавляться вот от этих мыслей. Вот, потому что здесь у вас никакой карты негативной не выпало, только лишь ваши мысли. То есть работайте с собой, дорогие стрельцы, в июне месяце. Вы достаточно позитивные, активные, поэтому сидеть, страдать и как бы, да, пасовать, это не про вас. Вы должны активничать и подавать нам всем пример тем самым. Я вас люблю, обнимаю, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии, как вам расклад. А что у вас за такая ситуация? Расскажите мне, пожалуйста, чего же вы там так боитесь, потому что расклад у вас просто потрясающий. Я вас обнимаю. Пока-пока. Козероги, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать на мой канал. Давайте скорее смотреть, с какими энергиями нас порадует июнь месяц, начало лета. Я вас поздравляю. И у нас, как всегда, с вами 3 колоды, на которых мы будем смотреть и делать ваш второй прогноз. И, конечно же, в конце для вас я посмотрю подсказочку от высших сил. Итак, давайте начнем. Ого, карта Верховная Жрица. Как раз я хотела вам сказать, что когда вы смотрите мои расклады Таро, у меня на фоне вы их не видите, но у меня горят программные специальные свечи. То есть, когда вы смотрите, весь негатив с вас уходит, и вы тем самым очищаете себе путь, и очищаете свою ауру. Итак, давайте смотреть, да, карта Жрица. Это, конечно,
очень интересный аркан, старший аркан, да, и он говорит здесь о том, что вы обладаете какими-то знаниями, владеете какой-то тайной, может быть, информацией, да. Карта жрица также говорит о том, что вы будете достаточно интуитивны в этот период, то есть весь июнь, и будете следовать своей, да, чуечки, я бы сказала. Конечно, верховная жрица, она еще может олицетворять какого-то человека, да, то есть женского пола чаще всего, и этот человек может быть такой загадочный, тайный, может быть странноватый даже где-то, да, обладающий какой-то, опять же, интересной информацией. Может быть, вы будете обращаться к жрице, да, то есть к человеку, который занимается, может быть, магией, картами Таро, астрологией и все что угодно это может быть. И вы придете к такому человеку, да, чтобы что-то для себя интересное, может быть, узнать, да. Также верховная жрица это может говорить о том, что будет у вас некая внутренняя такая неуверенность, нерешительность. Сейчас будем смотреть дальше, к чему эта жрица у нас здесь, да. Давайте достанем еще одну карту. Шестерка мечей. Интересно, но точно здесь про какую-то информацию вам говорится. Так, карты просто падают. Ага, семерка жезлов, какая-то информация, то есть вы будете от кого-то защищаться, может быть, будете чувствовать на себе какое-то влияние извне, тоже такой вариант, не могу не сказать, да, не обязательно кто-то там на вас, да, наводит магию и так далее, но имеет место быть для тех, кто с этим сталкивался, или, может быть, вы понимаете, что таково может быть, то, конечно, здесь нужно защищаться, то есть отстаивать свои права, свои интересы и отстаивать свои личные границы однозначно. По шестерке мечей это может быть какое-то путешествие, да, на какое-то расстояние, может быть также мысли у вас будут меняться в каком-то направлении, да, будете активно что-то предпринимать, решать, то есть эта карта, да, достаточно таких вот решений, может быть даже иногда вынуждены, что вы отправляетесь вот к каким-то новым берегам. Может быть, поставите в какой-то ситуации точку и сейчас захотите уйти от этого всего, скажем так. Давайте еще посмотрим подробнее эту ситуацию, о чем это вообще. Карта мир. Так, я ее аккуратненько прикрою, она голенькая. Карта мир, это завершение какого-то старого цикла, завершение процесса. Я думаю, что здесь у вас, может быть, какая-то тайна откроется, да, о каком-то человеке или о каком-то деле. Может быть, у вас не было полной картины, скажем так, и сейчас вы все поймете, сделаете для себя определенные какие-то выводы, поставите на стоп всю эту ситуацию, да, вот тут вот человек яростно просто ставит эти палки вокруг себя, да, хочет даже, может быть, атаковать и отправляется, как итог, на каким-то новым берегам. Вот, может быть, благодаря вот этой вот самой верховной жрице, которая она у вас будет, да, или же у вас будет острое такое вот чутье, и вы разгадаете что-то такое интересное, то есть вы перейдете, опять же, спрячу эту карту, вы перейдете на новый уровень, то есть завершение старого цикла, завершение старых проектов, старого процесса, вы в конце концов обновляетесь, да, каждые там 7 лет, насколько обновляются клетки в организме, поэтому имеет место быть. Может быть, на физическом уровне вы очень сильно даже поменяетесь. Такое тоже возможно. Давайте на следующей колоде посмотрим дальнейшие события вашего лета, июня месяца конкретно. Двоечка пентаклей, как интересно, два человека, которые прыгают в воду, да, то есть вдвойне, может быть, в паре с кем-то будет что-то решать, пытаться удержать какой-то, может быть, баланс, да, договориться как-то. Королева жезлов, посмотрите. Ну, однозначно, энергия у вас будет хорошая, вы будете достаточно темпераментны в этот период, да, и королева жезлов, опять же, это может означать, что вы будете делать какие-то ритуалы, может быть, обращаться к, опять же, жрице, да, потому что такая очень интересная энергетика здесь у вас присутствует в раскладе. Давайте достанем еще одну карту. Девятка кубков, может быть, празднование чего-то, довольствование, да, своей жизни. Может быть, вы пойдете куда-то, например, в ресторан, будете праздновать что-то, и вам это доставит колоссальнейшее просто удовольствие. Вообще, в целом, расклад достаточно позитивный, нет каких-то негативных карт, да. Единственное, что какая-то ситуация может вас заставить прям бороться за свое мнение, может быть, да, доказывать кому-то что-то. Но здесь, в принципе, все успешно, потому что по девятке кубков месяц достаточно классный. Давайте посмотрим для вас подсказочку от высших сил, что они хотят вам сказать, передать. Итак,
О, троечка пентаклей. Достаточно творческий настрой. Двойка жезлов у нас также. И еще одну карту, король пентаклей. У нас здесь тройка пентаклей, двойка жезлов и король пентаклей. О чем это? Нужно выбирать, да, прямо сейчас. Месяц у вас достаточно интересный, то есть, может быть, благодаря тому, что вы отстоите право все-таки, да, за то, что вот мне нужно именно вот так, да, то есть вы точно знаете, как нужно. Выбирайте в пользу себя. Если у вас есть, например, какой-то конфликт, может быть, с несколькими людьми, то вам нужно сделать выбор все равно в пользу себя. То есть так или иначе придется здесь выбрать. Если вы будете королем пентаклей, да, что это значит? Что материальная стабильность, здесь достаточно устойчивое положение, вам не нужно волноваться за финансы, все придет вовремя и так, как нужно, да, но у вас может быть какой-то действительно переход, что-то новое и интересное в плане вашей работы и карьеры. Давайте посмотрим, что у вас в любовном плане, хотя бы одну карту достанем. Ну, посмотрите, как интересно, королева жезлов у нас уже на второй колоде. Да, это значит, что все, конечно, зависит от вас, от ваших эмоций, вы будете сиять, блистать, да, то есть как раз-таки это такая энергия, что хочется с вами контактировать, вот хочется что-то у вас такое необычное есть, может быть какая-то тайна, загадка, да и в целом у вас и девяточка кубков, да, то есть эмоций будет через край. Нам не показали пока, да, каких-то, смотрите, как интересно, на конце колоды у нас здесь семерка, да, колесо. На конце колоды у нас тут колесница, да, то есть все в ваших руках. Если вы хотите что-то менять, дороги открыты, высшие силы вас поддерживают в этом. То есть в плане финансов также очень даже хороший месяц, да, вам нужно будет сделать какой-то выбор, то есть у вас переход, может быть, оставить какие-то, да, моменты в прошлом, пришло время именно в июне это сделать. Дорогие козероги, это был ваш второй прогноз на июнь месяц. Поделитесь в комментариях, что вы думаете по поводу вашего гороскопа. Мне очень интересно почитать, пообщаться с вами. Ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Для меня это очень ценно. Я вас люблю, прекрасного вам июня месяца. Пока-пока. Водолеи, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать! Давайте скорее смотреть, какими энергиями нас порадует лето. Я вас поздравляю! Давайте смотреть, у нас сегодня 3 колоды. И, конечно же, в конце я посмотрю для вас подсказочку от высших сил, что же они хотят вам сказать, подсветить, может быть, даже, да, и открыть на что-то глаза. Итак, колесо фортуны. Ого, ничего себе, у вас смена цикла прямо такие. С начала лета, то есть кармические какие-то, может быть, моменты, уроки вы завершили, может быть, что-то судьбоносное произойти у вас в июне месяце. Мы дальше, конечно, посмотрим. Да, ну то есть колесо фортуны, это может быть и удача у вас в этот период. Кстати говоря, можете, да, поставить себе на заставочку телефона эту карту прекрасную, она будет для вас как талисман весь месяц. Очень круто, то есть вы будете везунчиком в июне месяце, да, то есть где бы вы ни появлялись, вы будете вовремя, там, где нужно, да, то есть все обстоятельства, они будут складываться именно так, как должны быть, и так, как нужно. Может быть, не всегда так, как вы даже ожидаете, да, но в любом случае по колесу фортуны это какие-то судьбоносные обстоятельства, то есть, может быть, пойдете случайно куда-то, вас пригласят, например, да, на кофе попить, а там вы встретите вот именно того человека, который вам нужен был, например, по работе, да, который может решить ваши какие-то проблемы. Может быть, у вас судьбоносная любовная встреча в этот период. Что-то так или иначе очень интересное у вас произойдет в июне. Давайте достанем еще карты для вас. Пятерочка кубков. Так, интересно. Рыцарь пентаклей. Ага, я поняла. Ну вот очень интересно, потому что первая карта у нас вышла колесо фортуны, да, то есть изменение, смена цикла, может быть, завершение какой-то кармической задачи, да, в принципе, удача в июне месяце вам светит, но вот тут вот вы можете почему-то расстраиваться и тормозить где-то даже, да. Пятерка кубков это всегда про какие-то сожаления, может быть, про прошлые отношения, может быть, что-то не получилось именно так, как вам нужно было, вы сидите, расстраиваетесь из-за этого, да.
вот эти вот 3 кубка рассматриваете, но не замечаете абсолютно вот этих вот 2 прекрасных кубков, которые стоят вот буквально, посмотрите, в сантиметрах, даже не в метрах, а в сантиметрах от вас. Поэтому я думаю, что вы просто, может быть, на какое-то время можете зависнуть, да, вот в этой энергии, можете колупаться в себе, придумывать что-то, сравнивать даже как вариант, да. И вот здесь вот по рыцарю Пентакли, то есть какое-то промедление может быть у вас в июне месяце. Но опять же, да, так как у нас такая достаточно мощная карта, это все-таки старший аркан, колесо фортуны, говорит о том, что удача-то есть, то есть фортуна смотрит в вашу сторону, поэтому здесь только от вас зависит, как вы будете этим пользоваться. То есть в июне месяце благодаря вот этому, да, благодаря колесу фортуны вы сможете изменить очень многие ситуации. Здесь будет зависеть только от вас, на чем вы заостряете свое внимание. Поэтому рекомендация здесь, конечно же, да, поставить на стоп все вот эти ваши горевания, страдания, разочарования и так далее, и отправляться к новым берегам. Так, давайте еще одну карту достанем. Семерка кубков. Интересно. И туз жезлов. Может быть, что-то выбирать. У вас вот куча выбора, иллюзий, может быть, каких-то представлений, нафантазировали вы себе чего-то там. Интересно, да? И туз жезлов это всегда, может быть, про что новое, про начало, про классную энергию. То есть выбор вы какой-то будете делать в этом месяце однозначно, да? Давайте посмотрим, станем еще карты, чтобы картина была для вас и для меня еще яснее, конечно. Так, паж жезлов, да, паж жезлов, что-то новое, может быть, какие-то новости, может быть, человек какой-то к вам появится, да, абсолютно новый, незнакомый, может быть, новое знакомство, как раз-таки, да, судьбоносное, как вариант. Может быть, кто-то вам принесет подарочек какой-то интересный, да, то есть постучится к вам в дверь. То есть так или иначе, может быть, что-то с финансами у вас будет связанное, да, может быть, вы себе намечтали, и оно тут таки и произойдет, да, то есть и начнется это с какого-то очень маленького такого, может быть, да, незначительного посыла, позыва, да, с какой-то весточки. Давайте достанем еще для вас карты. Восьмерка кубков, будете от чего-то уходить. Я думаю, что будете уходить как раз-таки от вот той самой пятерки кубков. Может быть, у вас было расставание в отношениях, да, или вы приняли решение, что все, я буду двигаться самостоятельно. Это может быть и касательно работы, например, это может быть и касательно дружеских каких-то отношений, да, всего чего угодно, и партнерских отношений, конечно же. То есть от чего-то будете уходить. Восьмерка кубков это всегда либо кто-то, да, кто-то захочет поставить, может быть, какую-то точку и будет восьмерка кубков, да, то есть человек отправляется к новым берегам, да, оставляя вот это вот все позади, то есть впереди у него какие-то новые приключения, может быть, трудности и так далее. Также кубки это всегда про эмоции, то есть по пятерке кубков, конечно же, да, то есть эмоции какие-то, может быть, какое-то страдание, горевание, вы решите это действительно оставить. Вот как я вам и говорю, что вам нужно это обязательно сделать, потому что не время сейчас зависать вот в этих вот чувствах. Давайте еще посмотрим для вас. Так. Четверка пентаклей. Посмотрите на ситуацию с другой стороны, потому что вы уже, возможно, выросли с этих штанишек, да, и вам нужно уже все делать по-другому, действовать иначе, может быть, касаться работы, например, да, что вы уже выросли, вам нужна новая какая-то должность, вам нужен более масштабный какой-то проект, да, вы можете гораздо больше, но почему-то смотрите вот в эту маленькую дверцу, и которая вам уже вообще не подходит, да, у вас там, дай бог, нога туда влезет, потому что, посмотрите, какая девочка вымахала, да, здоровая. То есть просто посмотрите под другим углом. Вы не должны сомневаться, вы должны обратить внимание на что-то большее, на лучшее. Может быть, вот как раз-таки, да, у нас семерка кубков и говорит вам о том, что выбирайте, мечтайте, у вас достаточно много вариантов будет, будете делать выбор. Так, еще одну карту. Десятка пентаклей, ну это просто замечательная карта, потому что она говорит про финансовое изобилие в первую очередь, да, потому что у нас земная стихия, и, конечно же, десятка пентаклей это про деньги, то есть все будет при вас, да, то есть здесь четверка пентаклей, у нас, что самое интересное, человек может быть в состоянии накопительства какого-то, нехватки даже,
да, то есть не видеть какого-то, может быть, выхода, варианта, как исправить свою финансовую, например, ситуацию, либо какую-либо другую ситуацию общежизненную, да. Но здесь говорится, что все-таки все увенчается успехом. Десяточка пентаклей. Также тогда семейная карта, то есть семейные традиции какие-то будете чтить, с семьей, возможно, взаимодействовать. Может быть, ваша семья вас натолкнет, да, на какие-то изменения, перемены. В любом случае, они будут к лучшему, да, и это принесет вам удачу и, в принципе, изобилие на весь июнь месяц. Давайте посмотрим для вас подсказочку от Вселенной на июнь месяц, что она вам хочет подсказать, что высшие силы хотят вам подсветить. Верховная жрица, посмотрите. Конечно же, нужно прислушиваться к своей интуиции непосредственно, да, то есть слышать свой внутренний голос, соединиться с собой и послушать поток. То есть быть в потоке и быть этим потоком. Может быть, вам будут опять же какие-то тайны открываться, да, по этой карте, очень интересно. И жрица также может говорить, что вы пойдете, например, к какому-то человеку, знающему, к жрице. Может быть, вы просто сейчас смотрите мой расклад, да, и я вам сейчас вот открываю вот эту занавесу, что вам нужно делать. В общем, инструкцию вам на июнь даю, скажем так. То есть так или иначе будете взаимодействовать с жрицей. Также жрица может означать вашу какую-то неуверенность, какое-то колебание, да, то есть у вас здесь грядет какой-то очень интересный выбор, и по колесу фортуны, конечно же, судьбоносные какие-то перемены, и вот вы будете между ними как-то балансировать, выбирать, да. Но, может быть, даже для вас будет полезно сделать какие-то медитации расслабляющие, да, послушать просто какие-то звуки, может быть, море и так далее, посидеть, скажем так, повтыкать, помедитировать, как говорится. Вот, поэтому расклад у вас достаточно прекрасный. Давайте достану для вас еще пару карт. Совет от Вселенной. Рыцарь мечей, активные действия и восьмерка жезлов. Смотрите, все будет меняться. Июнь месяц у вас, конечно, колоссальных перемен. Самое главное вам соединиться со своим внутренним я, послушать сейчас расклад, да, сделать выводы, может быть, даже себе ставить какие-то заметочки по этому поводу и отправляться в путь. И рыцарь мечей, конечно же, это активные действия. Может быть, даже с ноткой такой агрессии. И, конечно же, восьмерка жезлов, да, она говорит про перемены, про действия. Здесь нет каких-то остановок, да, нет каких-то промедлений. Июнь будет достаточно судьбоносный, мощный, энергичный, потому что жезлы это все-таки про какую-то энергию, темпераментность, еще и рыцарь мечей это где-то даже про такой достаточно мощный настрой, знаете, может быть агрессивный, да, какой-то, вот сказал, как отрезал, то есть у вас вот будет прям энергии, конечно, много. Я за вас очень рада, дорогие водолеи. Прекрасного вам месяца, оставляйте комментарии, что у вас за такие перемены судьбоносные, я думаю, что вы, может быть, даже чувствуете это, поделитесь со мной, мне очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь, пока-пока. Рыбы, дорогие мои, привет! Это ваш второй прогноз на июнь месяц. Добро пожаловать! Давайте же скорее смотреть, что же нам подарит июнь. В конце расклада для вас, конечно же, как всегда, посмотрю подсказочку от высших сил. Так, давайте приступим. Ого! Карта Шут. У вас что-то новенькое на пороге, да, может быть обновление, может быть пополнение в семье, да, потому что карта Шута всегда говорит про то, что, может быть, вы забеременеете, либо же в целом в вашей семье, да, будет пополнение. Вообще карта Шута это достаточно такой интересный аркан, один из самых мощных, я считаю, потому что Шут, он может стать кем угодно, да, то есть здесь все зависит от вас. Давайте также посмотрим еще, какие карты нас порадуют. Так, король мечей. Интересно. И паж мечей. Ну ничего себе. Может быть, действительно вы ждете пополнения в семье. А вообще, конечно, Шут
король мечей, да, паж мечей. Паж мечей про какую-то новую информацию. Может быть, вы что-то такое раскопаете, да, притом это дастся вам с легкостью. Вообще, карта шута — это такое беззаботное время, беззаботный какой-то период, но в то же время король мечей нам говорит о том, что вам придется работать, да, головой. Больше всего, конечно, может быть, размышлять о чем-то глубоком, может быть, собирать какую-то информацию или же обращаться, да, к королю мечей за какой-то информацией. И, конечно же, это те люди, которые работают в каких-то госструктурах, может быть, связаны с какими-то документами, и вы будете отправлять какой-то запрос, да, вот по пажу мечей также. Давайте еще посмотрим, что вас ждет в этот период, дорогие рыбы. Ого, двойка кубков. Может быть, у вас появится на пороге такой король мечей, да, то есть достаточно в такой холодной энергетике, без особых каких-то эмоций. Но, тем не менее, двойка кубка говорит о том, что здесь может быть союз заключиться у вас в этот период, может быть встреча новой половины, да, то есть вот по карте шута вы вступите в новый союз, при том, что достаточно с легкостью, да, несмотря на то, что человек может для вас показаться таким серьезным, неприступным, холодным, но вот как-то так вот у вас будет, конечно, двойка кубков. Двойка кубков всегда про взаимодействие, про партнерство, про взаимные отношения, про взаимный энергообмен, да, то есть это не так, что с вас стягивают энергию, а так, что и вам дают, и вы даете, да, то есть наполняете друг друга энергией, то есть вкладываются в это партнерство два человека, и эта пара существует, потому что оба человека так решили, да, может быть, у вас венчание или же свадьба намечены на этот период, может быть, кто-то вас позовет на свадьбу как вариант, но так или иначе, конечно же, расклад о вас, поэтому я думаю, что вы можете влюбиться в этот период, да, иначе говоря. Так, давайте посмотрим еще для вас карты, что вас может ждать в этот период. Прекрасный расклад, я считаю, дорогие рыбы. Заключение партнерства. Что может быть лучше? Девяточка пентаклей. Что-то новое для вас открывается, посмотрите, да, какие-то новые перспективы, вы откроете двери, и после девятки пентаклей у нас десяточка пентаклей, да, не будем забывать, и это про денежное изобилие, то есть, может быть, у вас будет выбор в этот период, и вы сделаете его правильно, да, то есть, может быть, откроете новый какой-то бизнес, да, может быть, будете заниматься какой-то работой, да, то есть, может быть, повышение в должности, то есть, так или иначе, или какая-то премия будет у вас в этот период, то есть так или иначе вы сделали правильный выбор. Может быть, даже кто-то вам будет в этом помогать. В плане денег, конечно же, у нас здесь все хорошо. Здесь вот я достала, опять же, рыцарь мечей. Здесь, опять же, я достала короля мечей, да, как и на этой колоде. Очень интересно. То есть, действительно, это будет какое-то знаменательное для вас событие. С легкостью, при том, что-то по-новому. Может быть, действительно вы вступите в отношения. То есть в этот период вы можете встретить свою вторую половину, дорогие рыбы. Давайте достанем еще для вас карту, что же вас будет ждать в июне месяце. Потрясающий месяц, я считаю, четверочка пентаклей. Вам нужно выходить за свои рамки, вам нужно позволить себе мечтать крупнее, больше, да, и вам нужно уже наконец-таки осознать, что вот в эту дверь вы уже никогда не сможете войти. То есть это что-то, из чего вы уже давным-давно выросли. То есть ваш фокус внимания должен быть направлен на что-то более крупное. Я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть вам достаточно посмотреть по сторонам. Может быть, что вы действительно не позволяете себе мечтать, действовать, но вот здесь вот по всему раскладу вам нужно начать, при том, что с легкостью. Давайте достанем для вас еще одну карту. Пятерочка кубков и императрица. Здесь действительно нужно вам уходить от этой ситуации. Да, пятерка кубков, четверка пентаклей, может быть, состояние накопительства какого-то, да, собирательства, потому что здесь для вас все дороги открыты. Вы проходите по аркану императрицы в июне месяце, что говорит о том, что вам не нужно прилагать сверх каких-то усилий, например, да, как другим людям, чтобы что-то получить. Вам уже по статусу положено. То есть в этот период вы будете чувствовать себя на коне, да, что все блага к вам идут. Так, давайте посмотрим, дорогие рыбы, для вас подсказочку от Вселенной, что же она хочет для вас сказать.
Рыцарь мечей. Мечей — это про активные действия, про инициативность, про какую-то быстроту принятия решения, да, то есть высшие силы вам говорят, что сейчас не время медлить. Давайте достанем еще одну карту. На конце колоды у меня, конечно же, восьмерка жезлов, которая говорит о том, что у вас будут глобальные перемены, вы будете в потоке, в движении, то есть все начнет резко у вас меняться. Пятерка пентаклей, да, совершенно не стоит заморачиваться, да, и заострять внимание на каких-то неудачах, не нужно горевать, потому что вот здесь вот у вас, посмотрите, стоит ключик, да, которым вы почему-то не пользуетесь. Но по всему раскладу он у вас прекрасный на весь месяц. И, конечно же, девяточка пентаклей у нас говорит о том, что будет развитие, будет получение, да, заслуженных плодов ваших трудов, поэтому заостряйте внимание только на позитиве. Дорогие рыбы, это был просто потрясающий расклад. Обязательно пишите комментарии, что вы его принимаете. Ставьте лайки, подписывайтесь. Прекрасного вам месяца. Пока-пока.